Дворец Хорезма. Да здравствует наш великий защитник, его величество султан. Ты выяснил, мой сын? Это восточные меркиты нападают так часто на наши границы. Где они? Да, отец. Это воришки, для которых нет ничего святого. Говорят, их вождь по имени Худу – злодей и нечестивец. Хан Хаир, генерал Тимур Мелик, воины Хорезма, во имя всемогущего Аллаха приказываю вам вместе с принцем Джалаладдином расправиться с этими нечестивцами, которые смеют посягать на наши границы. Убейте этих неверных, всех до одного, включая женщин и детей. Женщин и детей убить тоже? Что с тобой сегодня, наш храбрый генерал Тимур Мелик? Когда их дети вырастут, они тоже станут врагами Аллаха, а их женщины будут продолжать рожать неверных. Выполняй приказ. Слушаюсь, Ваше Величество, Султан. Это и есть чертовы меркиты с востока? Да. Воины Хорезма, во имя султана Мухаммеда, я приказываю вам идти вперед и убивать всех неверных, не оставляя в живых никого. Вперед! Кто убил их до нас? Кто забрал трофеи, которые принадлежали нам? Кто? Судя по ранам, это были хорошо подготовленные таинственные и ужасные войны, которых мы раньше не встречали. Таинственные и ужасные ужас будет тогда, когда мы обрушим на них весь гнев Аллаха. За мной! За мной! Дворец Западный Ляо. Наследный принц Найманов Кучелук приветствует его величество правителя Западной Ляо. Я хочу, чтобы ты опознал для меня нежданного гостя, о котором я весьма наслышан. Приведите его. Думаю, что этот конюх действительно является наследным принцем Кучелуком. Я хочу поклясться перед Богом. Я не хотел обманывать тебя, великий правитель Западной Ляо. Мне пришла в голову эта мысль, потому что я только что бежал от преследования монголов, и я приехал в вашу страну впервые, не имея никаких знаний о ней. Ваше Величество, прошу простить мою виновную душу. Поднимайся, наследный принц, поднимайся. Моя единственная дочь, принцесса Хуньху, заметила, что ты хорош собой и у тебя благородные манеры. Отец, чего же тут стесняться? Ты понял меня, Кучелук? Я хочу, чтобы ты женился. Тесть мой, теща моя,
Бог свидетель, принцесса Хуньху показала свою благосклонность ко мне, когда я находился в совершенно безнадежном положении. Если когда-либо я дам вам повод усомниться в моей преданности, пусть дьявол возьмет меня к себе в преисподнюю. Хорошо, значит, так мы договоримся. У меня нет сына, а есть лишь единственная дочь. После того, как вы с принцессой поженитесь, ты станешь наследником моего престола. И твои враги-монголы станут врагами нашего государства Западной Ляо. Но мы не сможем в одиночку победить монголов. Я направил своих послов в Хорезм. Одно упоминание имени этого мусульманского государства наводит страх на западные христианские государства, а также Рим. Если они согласятся поддержать нас, тогда недалек тот день, когда мы покончим с монголами. Благодарю вас, Ваше Величество. Ваше Высочество, принц, правитель очень высоко ценит тебя. Он даже сделал меня, твоего конюха, генералом. Именно поэтому он недостоин называться правителем. Что ты хочешь сказать? Он еще глупее, чем мой отец. Если бы я свергнул своего отца с ханского престола и повел сам войну против монголов, возможно, что Чингисхан скитался бы, как я сейчас. Может быть, это мой последний шанс отомстить и восстановить мое царство. И я не повторю своих прежних ошибок. Никогда. Ваше Величество, Султан, Сися направила нам своего посла. Мне никогда еще не приходилось встречаться с буддистом. Этот посол христианин. Христиане еще больше враги для нас. Выгоните его. Он сказал, что он когда-то был наследным принцем племени Найманов, и он прибыл поговорить с его величеством о том, как разбить монголов. Монголов? Каких еще монголов? По его словам, это они, те таинственные воины, которые уничтожили меркитов. Тогда это меняет дело. Попроси Хаирхана и принца Джалаладдина принять его и разузнать у него, кто такие эти монстры с Востока. Кучелук приветствует его величество султана. Наследный принц Кучелук, расскажи мне о монголах. Монголы — варвары, которые не едят зерно, а питаются лишь коровами, баранами и даже мышами. Я слышал, что они разорили твое государство. Именно об этом я хотел рассказать вашему величеству и его высочеству принцу. У них появился новый предводитель по имени Чингисхан, который является воплощением дьявола. Под его предводительством эти варвары разорили всю степь, образовали единственное в степи ханство. А сейчас Чингисхан заявляет, что его следующей целью станет Хорезм. Но почему? Мы ведь их не провоцировали. Потому что они хотят покорить весь мир. Чепуха. Есть только один покоритель мира. Это я, Мухаммед. Ваше Величество, именно потому, что он услышал, что вы назвали себя покорителем мира, это возмутило его и побудило как можно скорее начать против вас войну. Мне действительно нужно преподать этому Чингисхану урок. Если Ваше Величество собирается напасть на монголов, я буду вашим передовым. Я подготовил проект соглашения. Не соблаговолит ли Ваше Величество выслушать его? Читай. Кучелук из племени Найманов и султан Хорезма Мухаммед заключают следующее соглашение для объединения своих сил с целью подчинить царству Западное Ляо. Армия султана Хорезма нападает на царство Западное Ляо с запада, а армия хана Кучелука нападает на царство Западное Ляо с востока. И две армии встретятся в столице царства Западное Ляо. Погоди. Судя по всему, это соглашение касается покорения царства Западное Ляо, а не уничтожения монголов. Об этом говорится ниже. Интересно. Продолжай. Если войска султана прибудут раньше, тогда территория царства Западное Ляо, вплоть до Алимали, Хутана и Хишихара, будут принадлежать Хорезму. Если первым одержит победу Кучелук, то упомянутая территория будет принадлежать найманскому хану Кучелуку. Но кто бы ни победил первым, мы объединим наши силы и сообща нанесем удар по нашему следующему главному врагу, то есть по варварам-монголам под предводительством Чингисхана. Отец, нам, вероятно, стоит еще подумать над этим. Нет необходимости. Я лишь требую, чтобы в этом соглашении использовался мусульманский календарь, а не христианский. Что ж, как будет угодно его величеству султану. Али, проводи его. Отец,
Этот Кучлук был наследным принцем восточного племени Найманов. После того, как его племя было покорено, он убежал в Западное Ляо, и правитель Западного Ляо выдал свою дочь за него. И этот Кучлук его предал. Такому человеку нельзя верить, отец. Покуда он может принести нам пользу, для нас не важно, что он за человек. Я знаю, что он волк. После того, как мы разобьем монголов, я знаю, где мы запрем этого волка. Я знаю. Гости издалека. Наш великий Чингисхан постановил, что всем иностранным торговцам, когда они будут въезжать на нашу территорию, будет выдаваться разрешение на торговлю. Если товар хороший, необходимо сначала отправить его в шатер хана. Хан купит у вас хороший товар по высокой цене. Рада послужить великому хану. Смотрите, какие красивые тарелки. Я куплю одну. Великий Чингисхан. Как называется этот хлопок? Дзенданачи. Этот хлопок производится в деревне Дзенданачи под Бухарой в Хорезме. Хану нравится? Да, неплохо. А сколько стоит этот сатин? 1 рулон, 30 золотых, балишей. Возьми 3 рулона и отнеси их в хранилище и покажи их там, а потом отнеси их ко мне в шатер. Да. Пусть войдут. Привести торговцев. Великий хан. Преклоните колени. Великий хан. Вы видели мое хранилище? Видели? Видели? Как ты думаешь, чего мне еще не хватает? У вас есть все, о чем можно мечтать. Как ты посмел завысить мне цену в 10, даже в 20 раз? Маленький человек заслуживает смерти. Я должен умереть. Стража, заберите у него весь товар и передайте его верховному судье Ху. Пусть он распределит весь товар как ворованный. Арестуйте этого вруна. Да, пошли. Хан, хан! Сколько стоит твой товар? По приказу султана Хорезма мы дарим наш товар вам. Ты хорошо говоришь. Как тебя зовут? Мухаммед. Мухаммед, ты совершил хороший поступок, и я не могу позволить, чтобы ты понес убытки. Поднимайся. Я дам тебе по 1 балишу за каждый рулон ткани. Нет, нет, даже если у нас хватит храбрости съесть живьем 4-ногую змею, мы не посмеем в 10 раз завысить цену для хана. Это для того, чтобы вы приезжали к нам чаще. Отпустите того друга, который любит врать. Я куплю твой товар по такой же цене. Великодушие хана так же безгранично, как последнее море. Последнее море? Что это такое? Это Хажарское море, расположенное к северу от Хорезма. Я лишь знаю Восточное море, Северное море и Южное море. Я не знал, что на Западе тоже есть море. Кроме Хажарского моря, о котором он упомянул, на Западе есть еще Атлантический океан, который еще более бесконечен. Мне бы хотелось поехать на Запад и посмотреть западные моря. Если хан действительно хочет поехать, я охотно предложу его величеству свои услуги проводника. Хорошо. Мы поговорим об этом позже. Тататунга, выдаем разрешение на торговлю у нас. Да. Вот ваше разрешение. Спасибо тебе. Спасибо, великий Чингисхан.
Хорошо, вы можете идти. Великий Чингисхан, я хочу быть твоим подданным. Ты согласишься? Конечно. Ты даже можешь оставить свою бороду и читать свой Коран. Благодарю тебя, хан. Царство Западное Ляо. Мой любимый зять, этот вероломный султан Хорезма Мухаммед направил свои войска, чтобы напасть на нас, поэтому нам придется отложить твою месть монголам и сначала попытаться разобраться с этим сильным противником с запада. Я передаю всю нашу армию под твое командование. Да, отец. Слушайте меня, военачальника царства Западное Ляо. Кучлук отныне становится вашим главнокомандующим, и вы должны подчиняться ему, как раньше подчинялись мне. Всем понятно? Да. Хорошо, вы свободны. Да. Все сыновья Тахтабики убиты. Все. Все, кроме самого младшего сына. Что случилось? Отец, это я оставил его в живых. Почему? Он отличный стрелок. Со 100 шагов он попадает в ивовый лист 100 раз из 100. А еще он может своей второй стрелой расколоть надвое первую. Поэтому, когда я увидел его таланты, я решил оставить его в живых. Значит, он сможет со 100 шагов выпустить 2 стрелы, которые одна за другой войдут в мою грудь? Нельзя оставлять в живых отпрысков врагов. Убейте его. Ты все понял? Да, отец. Где наследный принц племени Найманов Кучлук? Он еще до того, как мы расправились с меркитами, бежал с несколькими своими людьми в Западную Ляо и попросил покровительства у их правителя. Я слышал от Джаньхая, что Западная Ляо находится недалеко от Хорезма, но далеко от нас. До нее нам придется добираться целый год. Если хочешь, мои железные воины отправятся туда снова. Нет, ты устал, и тебе нужно отдохнуть. Оставь эту почетную миссию Джебе и Габаюай. Хорошо. Джебе, генерал Гобаю, для того, чтобы обеспечить нам надежные тылы, когда в следующий раз мы снова пойдем на государство Цзинь, нам сначала необходимо уничтожить Кучлука. Отец, во дворце никого не осталось. Что? А где твой Кучлук? Куда подевался Кучлук? Стража! Ваше Величество, Кучлук! Он предал вас! Что? Кучлук! Кучлук, ты не мог отплатить за все, что он сделал для тебя такой черной неблагодарностью. Ты не можешь так поступить со своим благодетелем. Принцесса, я поклялся перед Богом, что буду верен тебе до конца дней своих. Принцесса, теперь ты царица. А что будет с правителем? Не беспокойтесь, матушка. Нужно лишь, чтобы он отрекся от престола, и тогда я сделаю его высшим правителем и буду относиться к нему как к своему отцу. Хорошо, я отрекаюсь. Отрекаюсь. Благодарю тебя, милосердный Боже. Западные ворота города, царство Западное Ляо. Главный министр, по поступившей к нам информации, Кучлук уже захватил столицу Западной Ляо и стал их новым правителем. Теперь все города от Алималихутай до Хар принадлежат Кучлуку. Кажется, нам придется вернуться домой, несолоно хлебавши. Нет, еще никогда никто так не обманывал султана Хорезма Мухаммеда. Не будем обращать на него внимания. Сначала возьмем город. Он наш.
Восточная граница Западный Ляо. Восточная часть города Западный Ляо. Все должны сохранять спокойствие. Монголам пришлось проделать большой путь, и они измотаны. Нам нечего бояться. Нам нужно лишь держаться вместе и закончить это сражение. Воины-монголы, вперед! Длинная борода. На лошади ты ездишь хуже, чем читаешь книги. Ты не сможешь соперничать с моим внуком на поле битвы, Муатуганом. Почему ты хочешь, чтобы я участвовал в сражении? Как почему? Если ты не поучаствуешь в битве, вдруг ты захочешь дезертировать. Конечно, если я не убегу, значит, я должен бравировать. Я и не думал, что господин Елюй трус. Трус тот, кто влачит жалкое существование. Я же просто не хочу умереть напрасно. Думаю, что Елюй Чуцай говорит верно. Чего тут верного? Трусливо цепляться за жизнь, это верно? Отец, я тоже считаю, что господин Елюй Чуцай прав. Муатуган, ты смеешь возражать своему отцу? Я лишь следую мысли своего деда. Да? Ну скажи мне, что я думаю. Ты позвал Елюй Чуцая к себе на службу для того, чтобы использовать его мозги. Так что хорошего будет в том, что он лишится своей головы? Среди моих сыновей меня лучше всех понимает Угадей. Среди моих внуков лучше всех меня понимает Муатуган. Запомните все. Те, кто цепляется за жизнь вместо того, чтобы достойно умереть на поле брани, будут казнены. Но есть лишь одно исключение. Елюй Чуцай может дезертировать с поля сражения в любое время, когда сочтет, что его жизни угрожает опасность. Благодарю тебя, хан. Знаешь ли ты, почему монголам нравится синий цвет? Потому что небо голубое. Небо в Центральной долине не такое голубое, как здесь. А какое небо в Хорезме? И какое из себя это последнее море? А небо у них такое же голубое? Хан, мы должны отправить нашего посланника в Хорезм и заключить союз с этим покорителем мира на Западе. В этом случае нам не будет угрожать Сися и Западное Ляо, когда мы снова отправимся в Центральную долину. Ты прав. Хотя небо в степи голубое, у нас тут очень мало товаров. Нам нужно отправить караваны с товарами, которые мы забрали в Центральной долине, отправить в Хорезм, для того, чтобы обменять их на нужные нам одежду и ткани. Что ты думаешь по поводу этого? Идея, которая появляется в его голове, равна мощи 10 тысяч воинов. Я немедленно отправлю торговый караван в Хорезм, чтобы завязать знакомство с султаном этого мощного государства на Западе. А потом посмотрим, сможем ли мы с ним стать друзьями. Султан. Что за ужасное имя? Почему он не называет себя ханом?
Хан, может быть, нам стоит сначала отправить в Хорезм наших послов, чтобы установить с ними контакт? Подождем, когда они вернутся с информацией о султане, а уж затем отправим туда свои караваны. В этом нет необходимости. Наш караван не военный. Ты житель Индии, и вся поездка будет зависеть от тебя. Я счастлив служить хану. Дуадай, ты первый монгольский торговец. Мы не можем постоянно увеличивать наше богатство при помощи войн. Но мы также не можем полностью зависеть от других стран в транспортировке товаров для нас. Как сказал Елюй Чуцай, мы должны развивать торговые отношения с другими государствами. Так пусть это новое для нас занятие начнется с твоей поездки. Благодарю, хан. Хорошо, отправляйтесь. Сотник Дуадай, через эти пески лежит город Эдала. О, вечное небо. Наконец-то мы добрались до места, где можем вести торговлю. Да. Хорезмский город Эдала. Иди посмотри. Скорее купи этот нож. Скорее смотрите, это русский, он выше верблюда, сильнее быка. И он владеет искусством кузнеца и плотника. Еще он умеет обрабатывать землю. Начальная цена 5 черных бронзовых дирм. 5 черных бронзовых дирм. Это слишком дешево. Есть кто-нибудь еще, кто поднимет цены? Я даю 7. Этот мусульманин предложил 7 черных бронзовых дирм. Кто-нибудь еще желает поднять цену? Раз, два. Я добавлю еще один черный бронзовый дирм. Дорогу! Дорогу! Защитник города Эдала, славный хан Хаир! Дорогу! Действительно впечатляет. Это и есть султан Хорезма? Нет, он верховный правитель этого города, хан Хаир. Хан Хаир. Слово Хаир значит могущественный. Вы знакомы? В молодости мы были неразлучны. В то время он заходил часто ко мне в лавку выпить вина. Сейчас он имеет огромную власть, потому что он племянник матери султана. Разговорами много не заработаешь, а языком много чего можно наговорить. Ты не веришь? Подожди. Иналишу, как поживаешь? Кто смеет называть Хаирхана по имени? Хочешь, чтобы тебя отхлестали плетью? Благородный рыцарь, я друг вашего Хаирхана. Лучше прибереги свои плети на этих рабов. Хаирхан говорит, что хочет взглянуть на ваши товары. Дуадай, я, как этот русский с жареным хлебом, подниму цены на свои товары в 10 раз. Разве ты не помнишь, что Чингисхан тебя уже наказывал за это? Не говори ерунды. Мы должны торговать честно. Нельзя уж и пошутить.
Как могут быть у монголов такие замечательные ремесленные товары и такие красивые украшения? Большинство этих товаров были взяты у джурдженского императора. Невероятно. Боюсь, я не смогу купить у вас эти драгоценности, даже если отдам вам весь свой замок. Он восхищен нашими товарами. А как ты, индеец, попал в монгольский караван? Это очень выгодно для меня. От Индии до Китая очень далеко, а в Хорезме очень высокие пошлины. Чингисхан – величайший правитель на земле. И все самые квалифицированные люди в мире хотят служить ему. Но он неверный. Да, но он покровительствует всем религиям. Но султан говорит, что ислам — единственно правильная религия. Только мусульмане могут завоевать и править миром. Брат Иналишу, думаю, что ты вдохновлен своей победой на Западе. Ты ведь не знаешь, насколько сильны монголы. Я объездил полмира и могу позволить себе заявить, что никто не может победить Чингисхана. Это вино очень вкусное, намного крепче, чем монгольская молочная водка. Выпьем вина. Включая хорезмского султана и меня? Что ты хочешь сказать? Разве ты не сказал, что никто не сможет победить Чингисхана? Ах, вот что. Ты спрашиваешь, под силу ли тебе и султану победить Чингисхана? Как твой старый друг, хочу дать тебе один совет. Лучше голыми руками дразнить тигра, чем провоцировать Чингисхана. Правда? Если ты будешь дразнить тигра, тигр съест тебя одного. Но если ты будешь провоцировать Чингисхана, он съест весь Хорезм. Сначала я съем вас и ваши товары. Что? Ты шутишь со мной, мой старый брат? Схватить его и весь монгольский караван. Заберите у них все товары. Я казню этих 500 монгольских шпионов. Иналишу! Нет. Хаир-хан, пощади меня. За что? За что? Алчному правителю города Эдала, хану Хаиру, даже в самом страшном сне не могло присниться, какие несчастья обрушатся на Хорезм и Европу в результате этого инцидента, произошедшего в хорезмской городе Эдала в 1217 году. Даже в современном мире убийство нескольких сотен мирных торговцев, безусловно, повлекло бы за собой международный скандал. Что же говорить о тех временах, когда два завоевателя мира сошлись друг с другом? Что? Что ты сказал? Все убиты. Ни одного не осталось в живых. Хаир-хан привел их на городскую площадь и объявил их монгольскими шпионами. Они казнили их, а их головы выставили на показ толпе. Какой ужас! Было невыносимо смотреть на это.
О вечное небо! О неустанно текущая река Анон! Молчаливая гора Бурхан, призываю вас в свои свидетели. Хорезм, этот проклятый задира, даже не победив нас в честном поединке, вероломно убил моих 499 торговцев. Я не в силах унять в своем сердце печаль и гнев. Вечное небо, дай мне сил, чтобы отомстить им. Дай мне сил. Он уже молится небесам 3 дня и 3 ночи. Чингисхан! Чингисхан! Я решил отправить своих послов в Хорезм с требованием передать нам их грязного убийцу Хаирхана. Если его глаза открываются лишь при виде денег, тогда я залью ему глаза расплавленным серебром. Нельзя говорить с убийцей на его языке, пусть говорят твои мечи. Отправь свою армию наказать Хорезм. Чингисхан! Чингисхан! Вы уже пролили столько своей крови, но хорезмский султан еще не покаялся. Я, мои братья, мои сыновья и внуки, все мы готовы пролить свою кровь за вас. Чингисхан! Хаирхан не мусульманин. Он багдадский вор и убийца. Он убил 500 монголов, обвинив их в том, что они шпионы. Это грязная ложь. Клянусь своей бородой, что любой разумный человек не позволит этому алчному лгуну присматривать даже за своими баранами. Он недостоин того, чтобы зваться Хаирханом, правителем Эдала. У него ведь есть военные заслуги. Однако в этот раз он совершил большое преступление. Он сказал, что казнил 500 монголов, потому что они были шпионами. Даже если бы они действительно оказались шпионами, почему он их не допросил, прежде чем убить их? Хаирхан убил 500 мирных торговцев. Ни одно уважающее себя государство не может такого потерпеть. Мы должны немедленно отправить наших людей и объяснить монголам, почему такое произошло. Зачем? Нам не нужно бояться Чингисхана. Я, Тимур Мелик, не трус. Но беспричинная наглость — это не есть храбрость. Ваше Величество, Султан, ваша мать хочет видеть вас. Я знаю. Хорошо, на сегодня хватит. После того, как я встречусь со своей матерью, будем решать, как поступить с Хаирханом. Двадцать 24-я серия. Да здравствует султан Мухаммед! Приветствую императрицу Теркен, величайшую из всех матерей на земле, олицетворение добродетели и справедливости. Подойди ко мне.
Слышала я, что кто-то пытается опорочить меня перед тобой. Мать, Хаир-хан убил людей, которые привезли нам свои товары. Я знаю. Это должно быть Джалаладдин, этот сын, рожденный от тюркской женщины, рассказал тебе об этом. Он только и знает, что клеветать и сеять раздор. Он понапрасну обвиняет Хаир-хана, потому что он боится монголов и ненавидит наших ханов рода Циньша. Говорите, так это или нет? Так. Да. Хорошо. Этот ваш сын от тюркской женщины доказал на деле свое низкое происхождение. Он недостоин называться наследным принцем Хорезма. Только Вусалихей, твой сын, рожденный от твоей второй жены Циньша, достоин звания наследного принца. Бабушка. Лишь он самый подходящий наследник владыки мира. Императрица. Как мудро с вашей стороны, вдовствующая мать-императрица. Очень хорошо. Запомни, только ханы Циньша могут помочь тебе покорить неверных на Востоке. Иди и готовься к войне. Ты уже разбил в пух и прах христиан на Западе. Теперь тебя ждет слава покорителя монголов. Ступай же. Поездка наших послов в Хорезм может принести нам скорее плохое, чем что-то хорошее. Хан, может так, а может и нет. У тебя есть какие-нибудь идеи? Мухаммед, он ведь из Хорезма. Он хорошо знает свою страну и свой народ. Думаю, он мог бы быть помощником для наших послов. Правильно. Он может обеспечить безопасность наших послов. Да. А уйгур, генерал Джэньхай, пусть возглавит нашу делегацию. Он мусульманин. К тому же ему можно доверить серьезные дела. Посланник Великого Монгольского государства, верный мусульманин Джэньхай, приветствует его величество султана Хорезма. Ваше превосходительство, посланник Монголии, Аллах великодушен. Значит, вы прибыли к нам, чтобы от имени Чингисхана принести извинения за то, что отправили к нам своих многочисленных шпионов с целью выведать нашу секретную военную информацию. Знает ли его величество султан одно знаменитое китайское выражение? Какое выражение? Заткнуть уши и украсть колокол. И что оно значит? Оно значит, что вор, который хочет украсть колокол, думает, что если он заткнет уши, то и другие не услышат звука колокола. Как ты смеешь? Ваше Величество Султан, правда инцидента, произошедшего в городе Эдала, заключается в том, что Хаир-хан ограбил наш караван и зверски убил наших 500 купцов. Это неслыханная жестокость. Те 500 человек были шпионами. Кто-то когда-нибудь слышал или видел шагающих вместе 500 шпионов? Ты тот Хаир-хан, который убил купцов из-за денег. Ваше Величество, вероятно, не знало о содеянном Хаир-ханом преступлении. Чингисхан поручил мне передать его величеству настоятельное требование арестовать Хаир-хана и передать его мне, чтобы я мог отвезти Хаир-хана в Великую Монгольскую империю, где он будет наказан. Это докажет, что ваше величество не имеет ничего общего с данным инцидентом и продемонстрирует ваше искреннее стремление жить в мире. Надеюсь, ваше величество серьезно подумает над этим. Султан не собирается думать об этом. Я сам приказал казнить монгольских шпионов и уничтожить всех неверных. Хорошо. Я передам Чингисхану в точности слова султана. Прошу позволения удалиться. Нельзя их отпускать. Стоять. У вас не будет такой возможности. Стража? Да. Вытащите этих нечестивцев и отрубите им головы. Есть. Что вы собираетесь делать? Я не неверный, я мусульманин. Значит, ты предал Аллаха. Султан Мухаммед, я предупреждаю тебя, если ты сегодня убьешь меня, завтра армия Чингисхана сравняет ваш Ургенч с землей. Идем. Погоди. Джэньхай, прежде чем ты отправишься в ад, послушай меня. Все правители Бухары, Ели, Самарканда и Багдада целуют мой рукав.
Что касается христиан русских, они лишь заслуживают того, чтобы быть моими рабами. Твой Чингисхан никогда не ступит на нашу священную мусульманскую землю. Я найду для него могилу за рекой Анон. Увидите его. Пошел, пошел. Ваше Величество, а что делать с оставшимися двумя? У меня есть свои планы на них. Заприте их в нашей подземной тюрьме. Пошел, пошел. Они хотят, чтобы я стал их шпионом. Тогда что мы должны делать? Дать свое согласие. Мы должны найти способ, как отсюда вырваться и доложить Чингисхану о том, что здесь произошло. Мухаммед, выходи. Ты разговаривал с этим Мухаммедом? Да, говорил. Он согласен стать нашим шпионом? Воля нашего великого султана может покорить душу любого. Хорошо, позови его. И побыстрее. Да благословит тебя Всевышний. Ты удостоен очень высокой чести, ведь султан принимает тебя наедине. Да, это высокая честь, оказанная мне, будет сопровождать меня до последнего дня моей жизни, и с ней я отправлюсь в рай. Ты житель Хорезма? Моя семья живет в Ургенче. Ты правоверный? Я слуга Аллаха. Тогда почему ты стал служить монголам? Я веду торговлю на Востоке, и у меня была возможность познакомиться с великодушным покорителем мира. Конечно, никто не может сравниться с вами, великий султан, покровитель и защитник всех правомерных на земле. Хорезм под моим командованием покорил Запад. Сейчас я правитель всех стран на Западе. Я высший правитель на земле. Арабы, персы, тюрки, хангли, русские, все они склоняются к моим ногам. У меня самый процветающий город в современном мире Ургенч. У меня также сильнейшая армия, которая способна в мгновение ока уничтожить любого неверного, посмевшего восстать против меня. А что есть у твоего Чингисхана? У него ничего нет. Ты ответил, даже не подумав. Клянусь перед Аллахом, великий султан, во всей монгольской степи нет ни одного города. У монгольского Найона, то есть по-нашему зажиточного Боке, нет ничего, кроме скота, лошадей, верблюдов. Есть еще жены, дети и тысячи слуг, у которых тоже ничего нет. Частые природные катаклизмы постоянно уничтожают их скот, и монголам все время угрожают засуха и голод. Они очень бедны. Насколько я знаю, у них там ничего нет, кроме бедности и разочарования. У них есть вера? Есть, но можно сказать, что и нету. Что ты имеешь в виду? Некоторые из них верят в Аллаха, другие в Иисуса, еще верят в Будду Шакьямуни, а сам Чингисхан верит в вечное небо. Вечное небо? Да, верно. Это же ведь так глупо. Как можно не знать, что на земле один Бог Аллах? Аллах велик. Хорошо. Мы их научим нашими саблями, чему нужно верить. Когда мы им отрубим их глупые головы, им уже не нужно будет верить во что-либо.
Я слышал от наследного принца племени Найманов Кучлука, что у Чингисхана сильная армия. Нет, султан. Султан сам все поймет, как только увидит их лошадей. Как? Я могу поклясться самым дорогим, что у меня есть, моей бородой, что по сравнению с тюркскими лошадьми, на которых ездят харемские воины, монголы ездят на лошадях, которые выглядят как кролики. Скажи мне, а чем сейчас занимается Чингисхан? Он очень рассержен по поводу того, что случилось с его караваном, но еще сильнее рассержены его наёны. Вот почему он направил своих послов с требованием передать ему убийцу, чтобы как-то успокоить гнев своих наёнов. Кто такие наёны? Это монгольские принцы и генералы. Я уже говорил, что они как наши боке. Чингисхан думал о том, чтобы начать войну против нас? Да, думал, но он сражается с государством Цзинь на юге, с западной Ляо на востоке. Кроме того, постоянно напоминает о себе и Сися, так что его войска разбросаны. К тому же, ему ведь скоро будет уже 60 лет. Если он начнет войну против Хорезма, ему придется снова сесть на коня и проделать путь длиною в 1,5 года. Ему придется перебираться через высокие горы и пустыню Гоби. Когда он доберется сюда, он будет полностью измотан. Если бы он был моложе, тогда другое дело. К тому же этой весной случился снежный буран, и большая часть их скота пала, и монголы сейчас страдают от голода. Хорошо. Награди его этими золотыми монетами. Здесь 100 золотых балишей. Аллах, какая замечательная награда. Великий султан, да не покинет тебя Аллах. Мохаммед, чтобы Чингисхан поверил тебе, тебе придется немного потерпеть. Иди, иди. Подпалите их бороды. Что вы делаете? Что вам надо? Отпустите меня! Хаирхан, что вы делаете? Что вы хотите? Отпустите меня! Отпустите! Государство Западное Ляо, город Хутан. Этот Кучлук не умеет драться, зато бегает быстрее зайца. Он снова пробрался в город Хутан. Прошло уже почти 2 года с тех пор, как мы покинули наши дома. И еще пройдет не меньше полугода, прежде чем мы сможем впиться в эту кость. Не знаю, сколько из нас не вернется домой из этого похода. Не обязательно, что все будет так, как ты говоришь. Кучлук бежал в такой спешке, что у него не было времени выбрать верную дорогу. Но теперь ему далеко уже не уйти. Ты предсказатель судьбы или шаман? Кучлук заставил мусульман этого города принять христианство, в которое верит сам Кучлук, или принять буддизм, в который верит его жена царица Хуньху. Однако многие мусульмане отказались подчиняться. Тогда он распял их имама на воротах медресе и отправил жить в каждую мусульманскую семью по одному воину. Изнасилование и разбой происходят каждый день. Правитель, который теряет сердце своего народа, теряет свою страну. Этот Кучлук уже ступил на путь к своей гибели. Тогда что будем делать? Возвращайся. Вечером я что-нибудь придумаю. Поехали. В государстве Чингисхана говорят на 7 языках и распространены 6 религий. Монголы говорят, у каждого есть право верить в своего бога, и каждый может придерживаться традиций своих предков. Монголы милосердны и добры, они пришли, чтобы избавить город от дьявола Кучлука. Они не причинят вреда жителям города. Чего же мы еще ждем? Сначала убьем неверного в нашем доме, готового на все злодеяния, а потом откроем городские ворота и впустим монголов. Убейте их! Ваше Величество! Ваше Величество! Что случилось? Джибе вошел в город! Что? Джибе вошел в город! Ваше Величество, как нам быть?
Ваше Величество, что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы ты сохранила для меня свое целомудрие. Хватайте его! Хватайте Кучлука! Стой! Стой! Это Кучлук. Ловите его. Ты Кучлук. Стража, отрубите ему ногу. Есть. Подождите. Пусть жители города Хотан сами накажут его. Вывести всех монгольских воинов из города. Мы не оставим никого на защиту города? Эти мусульмане за нас защитят город. Ваше Величество, Султан, как и говорил монгольский посланник, монгольская армия напала с востока и захватила многие города Западной Ляо. Боюсь, что Западная Ляо вот-вот падет. Ваше Величество, Султан, все это имеет непосредственное отношение к нам. Мы не можем сидеть сложа руки, мы должны помочь. Разве ты забыл, что Кучлук разорвал с нами прошлое соглашение? Так почему же сейчас мы должны протягивать этому негодяю нашу руку помощи? Нет, мы ни в коем случае не должны помогать ему, но с другой стороны, мы не можем сидеть сложа руки и просто смотреть, как монголы проглотят этого барашка Западная Ляо. Она должна полностью перейти к Хорезму. Я также слышал, что Кучлук заставил своих подданных мусульман принять другую веру. Я, как защитник всех правоверных, не могу не вмешаться. Чтобы все мусульмане знали, что я единственный защитник всех правоверных на земле, я сам возглавлю свои войска и поведу их в Западную Ляо. Вы двое поступили правильно, притворившись, что подчиняетесь воле султана и усыпили его бдительность. Но они подпалили наши бороды. Борода символизирует наши мусульманские права. Опалив наши бороды, они лишили нас права жить. Мухаммед, вы ради меня пошли на столь тяжкий позор для вас. Я заставлю всю знать Хорезма заплатить своей жизнью за каждый волос на вашей бороде. Идите и отдохните. Хан, если убийство нашего торгового каравана могло рассматриваться как ошибка или недоразумение, убийство наших послов — это открытое объявление войны. Отец, они дважды убили наших людей, и мы обязаны отомстить им. Они убили нашего доблестного Джаньхая, который пил с ханом воду из озера Бальджун. Он перешел к хану в самое трудное для нас время. Пусть его смерть не будет напрасной. Хан, я снова поведу войска и схвачу этого султана и его Хаирхана. Да, и я тоже поеду. Поймаем и привезем их сюда. Спалим им бороды и отрубим головы. Отец, начинаем войну. Хан, мы должны пойти на них войной. Хан, чего же ты ждешь? Я жду новостей от Джебе и Габаюй. Я обратился к нашим дозорным с поручением узнать военную обстановку. Хан, Елюй-Буха нужно срочно разместить свои войска для обработки земель, так или нет? Елюй-Буха, здесь. Я дам тебе 2000 людей. Ты должен расположиться с ними у подножия Алтая и развернуть там сельскохозяйственные работы. Думаю, что предстоящая война будет затяжной и трудной, поэтому ты со своими людьми должен обеспечить мне надежную поддержку и тыл. Я понял.
Если бы ум Джебе был таким же, как его лук, я бы тогда так не беспокоился о войне с Западной Ляо. Но рядом с ним есть находчивый и отважный Губаюй. На территории Западной Ляо. Смотрите, монголы! Стоять! Не шевелитесь. Мы не объявляли войны Хорезму. Я пойду и спрошу, зачем они приехали. Вы, Его Величество Султан Хорезма? Правильно. Тебе не нужно называть своего имени, кем бы ты ни был. Все равно через мгновение ты будешь трупом, как и все другие монголы. В сражении кто-то так или иначе превращается в труп, и простой воин, и султан. Однако наш Чингисхан не давал нам приказа сражаться с Хорезмом. Мы пришли сюда, чтобы проучить сына найманского хана Таяна Кучлука. Кучлук — союзник Хорезма, а Западная Ляо — добрый сосед Хорезма. Напав на Западную Ляо и убив Кучлука, вы нанесли оскорбление лично султану Хорезма. Скажите своему военачальнику, пусть готовится поплатиться своей головой за свои преступления. Если Ваше Величество настаивает на сражении, мы составим ему компанию. Хватайте их! Хайрхан! Мы доблестные воины, покорившие мир, а не какие-то воры. Джалаладдин, ты более не наследный принц. Хватит читать мне наставления. Хорошо. Обрушим наш праведный гнев на монголов. Левый и правый фланги рассредоточатся. Сегодня мы не оставим в живых ни одного монгола. И сообщим о том, что Чингисхан разбит. Можно начинать. Дети, султан Хорезма привез вам немало сахарного тростника, сладостей, изюма, тыквы. Еще он привез то, что вы еще никогда не видели. Бананы, ананасы и иракские финики. Поехали, посмотрим, попробуем. Генерал Джебе, если так будет продолжаться, мы останемся ни с чем. С этими зазнайками нам придется туго.
Генерал Го, как нам быть? Нужно использовать метод Чингисхана и постараться пробить брешь в их защитных рядах. Нужно атаковать их фланги и тем самым заставить раскрыть свой центр, тогда ударить по их центральной армии. Хорошая мысль. Дети мои, за мной! Такое могло произойти. Остановите их! Остановите! Остановите! Остановите их! Отступаем, дети мои! Не надо с ними связываться! Догнать монголов! Не дать им уйти! Остановить преследование. Эти неверные очень коварны. Мы проучим их, когда подойдут наши дополнительные силы. Кем себя возомнил этот хорезмский султан? Возвращайся, доложи Чингисхану, что я жду его приказа, чтобы нанести ответный удар и схватить живым султана Мухаммеда, этого горного барана, который любит полакомиться сладостями. Правильно. В истории покорителя мира, написанной Джей Фенни, когда автор упоминает череду глупых и безрассудных поступков Хорезм-Шаха, он пишет: «Кто посеет высохшие семена, тот ничего не пожнет. Кто посеет семена ненависти, тот снимет плоды своего раскаяния». Кочлук мертв. Его труп уже наверняка сожрали волки. Вам повстречался хорезмский султан? Да, повстречался. Ну давай, садись. Ну и как он? Я имею в виду, он действительно очень силен и могуществен. Мне показалось, что он не очень силен. А что ты думаешь, генерал Габаюй? Я должен сказать, что у него все-таки очень сильная армия. Если бы мы не придерживались тактики хана, боюсь, нам не удалось бы так легко отделаться. Под руководством нашего хана мы без труда одолеем хорезмскую армию. Хорошо. Пришло время образумить нашими мечами хорезмского султана. Позовите всех наёнов. Я хочу провести Курултай. Да. В апреле 1219 года, перед своим походом на запад и войной с Хорезмом, Чингисхан собрал своих братьев, сыновей и военачальников на высшем монгольском собрании Курултае, на котором обсудил военные и государственные вопросы. Садитесь. Все хорошо знают нашу ситуацию. Это очень важный вопрос, от которого зависит дальнейшая судьба монгольского государства. Прошу всех высказаться. Воевать, вести переговоры или сдаться? Воевать. Потомки Золотого Рода лучше умрут на поле сражений, чем сдадутся. Верно. У нас нет другого выбора. Мы должны защитить честь монголов своими мечами. Верно. У нас желтая кожа, но у нас кровь красного цвета. Хорезм убил столько наших людей. Мы должны их кровью окрасить реку Усю. Отец, они обезглавили наших послов. Мы завалим все их города тысячами человеческих голов. Отец, ты уже не молод. Оставайся здесь у реки Анон, жди нас здесь, и мы вернемся с победой. Нет. Я сам поведу вас, чтобы беспощадно обрушить наказание вечного неба на головы этих мерзавцев. Чингисхан! Хорошо. Мой четвертый младший брат Тимуге, принцесса Лахабичи. Отец. На время моего похода на запад я назначаю вас двоих временными правителями монгольского государства. Я оставляю вам 3000 семей, чтобы они охраняли степи и защищали нашу орду. Да.
Все мои братья, сыновья и племянники, командиры, десятитысячники и тысячники отправятся в поход со мной. Моя вторая жена Хулан будет сопровождать меня. Борта и мои другие жены останутся здесь. Армия выступает завтра утром. Да. Хан. Хан, я хочу сказать тебе кое-что. Все садитесь. А ты встань, говори. Хан, ничто не вечно на земле. Ты уже не молод. В этом походе придется переходить через высокие горы и большие реки. Если с тобой вдруг что-то случится, кто позаботится о нашем народе? Кто? Есуй, как ты можешь наговаривать такое на хана? Хан, моя сестра просто не знает, как правильно сказать. Прошу хана простить ее. Хан, думаю, что прежде чем наказывать Есуй, мы должны выслушать ее до конца. Позволить ей закончить свое проклятие на хана? Я не позволю этой татарке проклинать нашего Чингисхана. Даже я, его дядя, до сих пор сижу в седле и стреляю из лука. Долгих лет жизни великому хану! Долгих лет жизни великому хану! Чейсю, здесь. Силы вечного неба бурлят во мне. Чего же мне бояться наговоров какой-то женщины? Есуй, говори. Хан, я считаю, что никто не может жить вечно. Лишь вечное небо никогда не покинет нас. Наш хан будет вечно с нами. Долгих лет жизни нашему хану. Хан, твой поход продлится несколько лет. Тебе уже 60. Ты не можешь не подумать о том, что произойдет после тебя. Ты должен до своего похода назвать имя одного из твоих сыновей, кто станет твоим наследником. Сообщить свою волю всем нам, твоим братьям, сыновьям, своим людям, включая нас, твоих слуг. Что ты думаешь по этому поводу, Елюй Чуцай? Ханьцы считают определение наследника самым важным государственным вопросом. Наложница Есуй хоть и женщина, но ее ум превосходит умы многих мужчин. Барчу, а ты что думаешь? Думаю, что нужно как можно скорее определить твоего наследника. Да, я не так дальновиден, как Есуй. Есуй, ты можешь сесть. Благодарю тебя, хан. Возможно, Есуй говорила правду, и это нельзя назвать проклятием или наговором. Я бы хотел жить долго, но волосы на моей голове уже побелели. Не знаю, смогу ли я пройти до конца весь наш поход. Не плачьте. Не стоит. Нет ничего почетнее для монгола, чем смерть на лошади. Что касается моего наследника, я не думал об этом, потому что я не наследовал от своих предков ханского трона, а сам основал свое ханство. Хан, я полагаю, что слова сестры Есуй справедливы. Но определение наследника – вопрос большой важности. Наследник должен быть выбран из твоих сыновей, у которых уже много боевых заслуг. Мой сын еще слишком мал, и ему еще не доводилось воевать. Поэтому я думаю, что наследник должен быть выбран из 4 сыновей твоей первой жены Борте. Хорошо, я одобряю. Джочи, ты мой старший сын. Скажи, что ты думаешь. Отец. Отец, ты позволяешь Джочи говорить первому, но ты ведь не хочешь доверить свою страну этому миркитскому выродку? Что ты сказал? Я никогда не слышал от отца подобных заявлений. Отец и мать относятся ко мне так же, как ко всем моим братьям. На каком основании ты заявляешь, что я миркитский выродок? Не сказал об этом тот, кто видел своими глазами, как ты родился. Кто? Я не скажу тебе его имени. Тогда все, что ты говоришь, вздор.
В старом лагере однажды я видел человека со шрамом на лице. Он твой настоящий отец. Замолчи, Чагатай, я не позволю тебе нести вздор. Чагатай, тебе придется заплатить за то, что ты только что сказал. Давай, я не боюсь тебя. Как ты хочешь со мной состязаться? Помериться силой? Нет, я не стану мериться силой с тобой. Тогда давай состязаться в стрельбе. Зачем мне состязаться с тобой в стрельбе? Тогда давай бороться. Кто проиграет, пусть останется лежать на земле и никогда не поднимется. Остановитесь. Отец. Отец. Кто сказал Чагатаю, что Джочи — сын Меркита? Кто знает? Говорите. Я знаю. Джамуха и Алтан подговорили Хучара рассказать об этом Чагатаю. Это так, Чагатай? Да. Хучар — волк, который люто ненавидел твоего отца. Я жалею, что не отрезал его ядовитый язык раньше. Принц Чагатай, когда я, Джалме, Субутай и Хубилай перешли к твоему отцу, вашей семье приходилось очень тяжело, и мы все были свидетелями той страшной трагедии, от воспоминания которой нас до сих пор бросает в холодный пот. Да. Вашу мудрую мать однажды украли. Это несчастье произошло во время тех кровавых войн. Принц Чагатай, как же ты мог так легко поверить грязным сплетням врагов и болтать, что тебе вздумается? Как ты мог так поступить с вашей ласковой и доброй матерью? В тот день, когда родился Джочи, я был рядом с ханом и слышал, как Джамуха впервые пытался опорочить благородное происхождение нашего принца Джочи. Подумай об этом. Все те, кто ненавидели хана, все они надеялись на то, что хан усомнится в происхождении Джочи. Как же ты можешь верить им? Я человек для вас посторонний, и, возможно, мои слова слишком резки. Но, принц Чагатай, более всего на свете ты не должен публично обвинять свою мать, иначе ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. О, вечное небо! Неужели я еще недостаточно настрадалась? Мне уже за 60. Почему же ты меня так наказываешь? Невестка. Мать. Это расплата. Отец, я был неправ. Я был неправ. Мать, дядя Барчу, разве они все уже не поучали Чагатая? Аллахабичи, я хочу умереть. Мама, не говори ерунды, мама. Мама, Возможно, было бы лучше, если б я тогда умерла в плену у меркитов. мама, мама, Мама. 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 Убирайтесь! Брат, хоть я и ваша младшая сестра, я слышала от тети Тимулун, что наша мама была из богатого племени унгератов и стала женой нашего отца задолго до того, как отец основал ханство. Они прошли вместе через все трудности и испытания, всегда оставались преданными друг другу. Подушкой для матери служили рукава, полы одежды были вместо полотенца, корни и плоды служили пищей. Она голодала сама, но не позволяла голодать нам. Вы, мои старшие братья, знаете об этом лучше меня. Почему же вы причиняете матери такую боль? Мать, не принимай ошибку сына близко к сердцу. Это моя вина. Мать, я твой старший сын и должен защищать и беречь тебя, а я позволил мыслям о власти завладеть собой и поссорился из-за этого с Чагатаем. Мать, я недостоин твоей заботы обо мне. Это моя ошибка. Мать, это я виноват. Ударь нас, мать. Если ты не можешь совладать с гневом своим. Накажи нас. Мама, не плачь, пожалуйста. Мама, братья осознали свою ошибку, пожалуйста, прости их. Вы можете перестать ссориться или нет? Можете. Можете. Да, да, мы можем, мать. Хорошо. Идите к отцу и извинитесь перед ним. Да, мать.
25 серия. Налей еще. Отец Хан. Отец, я не должен был говорить тебе об этих гадких слухах. Я был неправ. Нет, отец, я старший брат. Я обманул ожидания моего отца. Это я был неправ. Я не хочу слушать ваш пустой вздор. Я собрал вас четверых сегодня здесь, чтобы выслушать ваше мнение о том, кто должен наследовать мой престол. Чагатай, говори. Хорошо. Среди нас четверых Джо Чи самый старший. Военных заслуг и способностей у него больше, чем у меня. Я хочу служить отцу на пару с моим старшим братом. И пусть каждый из нас двоих отрубит голову тому, кто станет попусту прятаться. Пусть ногу отрубит тому, кто станет отставать. Что касается наследника ханского престола, я думаю, что Угэдэй самый великодушный среди нас. Пусть Угэдэй будет при отце-государе. И пусть отец преподаст ему наставление о ханском престоле. Джо Чи, а что ты думаешь? Я буду рад послужить отцу хану на поле брани. А Угэдэй пусть будет ханским наследником. Вы сейчас оба говорите искренне? Я никогда не нарушаю данного мною слова. Я всегда выполняю свои обещания. Угэдэй, а что ты думаешь, если ты станешь ханским наследником? Отец, ты милостиво позволил мне высказаться. Но что я могу ответить? Что я не смогу? Нет. Я думаю, что отцу нужен наследник, который посвятил бы всего себя продолжению дела жизни. И хотя я знаю, что я во многом уступаю своим братьям, но я приложу все свои усилия, чтобы справиться с веренным мне делом. Талуй, скажи и ты свое мнение. Я уважаю мнение своего отца и мнение своих братьев. Я же буду всегда с братом, назначенным наследником отца. Буду напоминать ему то, что он забыл, буду будить его, если вдруг заспится. Буду эхом его, буду плетью его в дальних походах, в коротких листычках. Я послужу ему. Хорошо. Пусть Угэдэй будет моим наследником. Любой государь должен выбирать своего наследника. Никому не позволено ослушаться моего приказа или нарушить заключенного соглашения. Только так можно обеспечить длительное спокойствие и безопасность нашего государства, а также преемственность ханского престола. Ладно, идите. Сыновья хана просят позволения удалиться. Отец, меня беспокоит один вопрос. Какой? Если мои сыновья и внуки окажутся бесталанными и беспомощными, как я смогу доверить им столь важную миссию? Не беспокойся. Если среди твоих детей и внуков не окажется подходящего наследника, среди других моих потомков обязательно появится хотя бы один настоящий герой. И тогда ты сможешь сделать его своим преемником. Да, отец. Хан, как ты сам желал того, братья избрали Угэдэя твоим преемником. Ты должен быть доволен, но тебя что-то еще беспокоит. Ты веришь обещаниям моих сыновей? Ведь Ван Хан, Сангум, Джамуха, Хучар, Алтан — все они когда-то тоже давали клятву мне. Хан, я тоже боюсь, что после того, как ты покинешь нас, Чагатай и Джо Чи уничтожат друг друга. Я тоже предвижу это. После похода на запад я отдам Джо Чи старую столицу Хорезма Ургенч и половину Хорезмского царства.
А новую столицу Самарканд и другую половину Хорезма отдам Чагатаю. Пусть у каждого из них будет свое ханство. Тогда они перестанут грызться друг с другом. Какая же я глупая. Снова наговорила хану столько всего ненужного. Нет, ты всегда была очень дальновидной, но твои глаза говорят мне, что ты хочешь сказать мне что-то еще. Почему ты видишь насквозь все мои тайны? Говори. По монгольским традициям, твой младший сын Талуй должен стать хранителем очага. Ему также отойдет большая часть твоей армии. Уже сейчас военные заслуги Талуя превосходят заслуги Угэдэя. Джочи и Чагатай тоже имеют сильное влияние. Поэтому назначенный тобой наследник, Угэдэй, самый слабый среди них. Можно ли будет успешно реализовать твой план? Не приведет ли он к кровопролитию? Верно. Мне нужно представить к Угэдэю своих наиболее авторитетных военачальников и придворных. Да, и Елюй Чуцай должен стать самым надежным человеком для Угэдэя. Если бы ты была мужчиной, ты бы обязательно стала моим лучшим советником. 1219 год. Это ты, Тимучин. Да. Я слышала, что ты снова собираешься в военный поход. Она сейчас в сознании и все хорошо понимает. Если ты хочешь ей что-то сказать, говори прямо сейчас. Мать, я собираюсь покорить Запад. Запад? Разве найманы, сися, уйгуры, как их? Али-Мали. Али-Мали. Еще не все они сдались тебе. На этот раз я собираюсь воевать с Хорезмом. Хорезм находится еще западнее Западной Ляо. Это очень большая, богатая и сильная страна. Почему ты хочешь воевать? Я не спрашиваю тебя. У тебя должны быть свои причины на это. Я лишь думаю, что в этот раз это слишком далеко от нас. А противник сильный. Эта война может продлиться 8-10 лет. Мать. Твоего отца отравили татары. Тайджиуды бросили меня и моих детей. Это было так давно. Мне удалось вырастить для Ясугая 5 его сыновей. 5 сыновей героев. Дикими травами и плодами можно прокормить 9 человек. Полевые мыши. Что полевые мыши? Полевые мыши. Полевые мыши тоже можно. Только выглядят они ужасно. Она снова впала в беспамятство. Все хорошо, не плачь. Все хорошо. Не плачь. Не плачь. Все хорошо. Хэдаан, ты спасительница для нашей семьи. Я отдаю тебе свою мать, позаботься о ней. Если со мной или матерью что-то произойдет, и мы не встретимся снова, проводи за меня мою мать в последний путь. Хан, не беспокойся. Ступай со спокойным сердцем. Я буду заботиться о ней до конца своей жизни.
1219 год. Чингисхану 57 лет. Монгольская армия собралась в месте слияния 3 рек и двинулась на Хорезм. Так началась эра великого завоевателя. Темуджин, ты уезжаешь? Да, я уезжаю. Когда ты вернешься? Пройдет совсем немного, и я вернусь. Ты снова обманываешь меня. Я слышала, что то место, куда ты едешь, до него надо ехать больше года. А ты едешь туда воевать. Я еще увижу тебя. Мать. Даже если ты вернешься, мне сейчас уже 80. Увидишь ли ты меня еще? Мать. Ступай. Ступай. Когда Чингисхан постепенно приближался к новой столице Хорезма Самарканду, высокомерный султан Хорезма Мухаммед был тоже занят подготовкой к войне. Всевышний, мой свидетель, я платил все пошлины за этот год. Клянусь своей бородой, у меня не осталось ни одного черного бронзового дирхома. Оставь свою бороду. Мы прошли собрать пошлины за следующие 3 года. Ты понимаешь меня, идиот? О, Аллах, что случилось? Неужели наступает конец света? Почти. Султан поднимает налоги, чтобы защитить нас, правоверных, от этого нечестивца Чингисхана. Ты все понял? Но Аллах знает, что у меня нет таких денег. Тогда мы заберем у тебя товар. Нет, не надо. Не надо. Уйди. Уйди, я сказал.
Дорогу! Дорогу! Что случилось? Этот изменник Аллаха проклинал нашего султана. Господин, клянусь своей бородой, я сказал лишь, что султан должен нас защищать, потому что мы платим ему налоги. Понятно, за такие слова ты должен лишиться своей бороды и головы. Давайте, отведите его к восточному перекрестку и передайте его тамошнему палачу. Пошел! Слушайте меня. Не расплавляйте золотые монеты и не заливайте золото в свои головы. Иначе вы превратитесь в тупиц. Платите налог за 3 года или умрете. Потому что если мы не нападем на этих варваров-монголов, тогда Чингисхан сам приведет своих восточных неверных, и тогда все мы, неважно кто, все умрем. На мой взгляд, мы должны сосредоточить все наши силы на берегу реки Амударья и, используя этот природный ров, сдержать нападение Чингисхана. Смогут монгольские лошади, похожие на кроликов, перелететь через реку Амударья? Раз монгольские лошади не смогут перейти Амударью, нам лишь нужно обеспечить защиту северных переправ, и мы будем в полной безопасности. В противном случае мы посеем панику среди людей, и после того, как все это закончится, простой народ будет насмехаться над нами за то, что мы преувеличиваем опасности. У меня настроение не такое хорошее, как у вас троих. Неужели монголы действительно такие беспомощные, как вы только что их описали? Погоди, это не я его так описал, а помощник послов Чингисхана, Мохаммед, он настоящий мусульманин. Но мы не должны верить ему. Насколько я знаю, Чингисхан очень умело использует своих людей, и с того момента, когда Чингисхан начал объединять степь под своей властью, ни один из его военачальников еще ни разу не предал его. Как знать, может быть, этот Мохаммед нарочно пытался усыпить нашу бдительность. Он мусульманин. Среди тех 500 торговцев из Монголии, которых ты убил, кажется, тоже были мусульмане, а глава монгольской посольской делегации, которого Ваше Величество казнило, тоже был монголом. Хватит спорить. Джалаладдин, а ты что думаешь по поводу предстоящей войны? Мое мнение очень простое. Я согласен с тем, чтобы разместить все наши войска на берегу реки Амударья. Но не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы нанести удар и уничтожить нашего противника, пока он измотан после долгого перехода и не успел расположить свои войска. А Чингисхана мы схватим живьем. Я считаю, что идея генерала Джалаладдина лучшая среди всех. Но вы, султан, должны решать сами. Есть еще идеи лучше этой? Я согласен с принцем Джалаладдином, но мы не можем недооценивать силы врага. Прошу заметить, здесь есть лишь наследный принц Васалихей, наследнего принца Джалаладдина здесь нет. Однако я не согласен с планом разместить наши войска на реке Амударья и дать там решающее сражение армии Чингисхана. Потому что если нам не удастся победить Чингисхана в решающем сражении, тогда мы можем в одном сражении сразу потерять все. Поэтому я предлагаю заманить врага поглубже к нам, измотать его постепенно и уничтожить. А как же наш народ? Ты хочешь, чтобы этот Чингисхан нас постепенно проглотил? Я думаю, нам все-таки лучше расположить армию на Амударье. Достаточно будет лишь охранять паром. Армия Чингисхана не перейдет через реку. Монгольским воинам будет нечего есть и нечем кормить своих лошадей. И их армия развалится без сражения. На нашей земле не растут трава и зерновые. Довольно спорить. На сегодня хватит. В любом случае, пройдет еще 1,5 года, прежде чем монголы доберутся до Амударьи. У нас еще достаточно времени для того, чтобы разработать стратегию. Идея Джалаладдина, несомненно, была единственно верной. Если бы хорезмский султан выбрал его тактику, возможно, армия Чингисхана потерпела бы поражение на реке Амударья. Но у истории нет сослагательного наклонения. После стольких лет непрерывных войн монголы испытывали нехватку в воинах и денежных средствах для содержания армии. Регулярная монгольская армия насчитывала 250 тысяч человек. При этом нужно было держать войска на границе с государством Цзинь. Так какова же была численность армии Чингисхана, которая отправилась в военный поход на запад? Исламские историки называют цифру 600-700 тысяч. Ласеде говорит, что после смерти Чингисхана монгольская армия насчитывала 120 тысяч. Японские историки полагают, что их было менее 200 тысяч. Но одно точно. Для этого похода Чингисхан мобилизовал всех мужчин от 16 до 70 лет.
Он также направил своих людей в Хоихэ, Алимали, хану Херлути, тем правителям на западе, которые сдались ему с требованием отправить ему свои войска. Мухали еще привел 5000 мастеров и ремесленников из восточной части Цзинь. Ваше Величество, Султан? Почему ты не объявил мой приказ? Почему ты еще здесь? Вы еще не ответили на предложение Джалаладдина. Предложение Джалаладдина? Какое предложение? Напомни мне. Предложение о том, чтобы направить нашу 4000-ю кавалерию и 3000-ю пехоту на реку Амударью для решающего сражения с Чингисханом. Мы не должны рассредотачивать наши силы или, что еще хуже, заманивать врага глубже в нашу страну. Я уже знаю. Джалаладдин слишком молод и горяч. Считает, что с монголами так просто справиться. Хорошо, я устал. Передай мой приказ ханам. Слушаюсь. Ханы Хорезма, наш султан плохо себя чувствует и не может сам провести собрание. Но Всевышний уже предрек нашему султану, что мы победим в этой священной войне. Он поведет нашу доблестную армию, численность которой в 3 раза больше численности монгольской. И мы разобьем Чингисхана. Султан выбрал следующую тактику для предстоящей войны. Он и его старший сын Джалаладдин со 110-тысячным войском будут защищать Самарканд. Другие ханы своими силами будут защищать свои территории. Ваше Высочество Хаирхан, Его Величество Султан выразились ясно. Война вызвана Хаирханом, и ваш город Эдала будет первым городом, по которому монголы нанесут удар. Султан направляет хана Халача и 10 000 воинов, чтобы помочь тебе в обороне Эдалы. Меня? Прошу ханов позаботиться о собственной обороне. Уважаемый генерал Тимур-Мелик, этот алчный Хаирхан не дал мне ни гроша с того, что он отобрал у монгольских торговцев. Теперь, когда монголы наступают, почему я должен сражаться за него? Это приказ султана императрицы-матери. Ты собираешься ослушаться его? Я и не думал, что можно так быстро превратиться из высокомерного в настолько слабовольного человека. Императрица-мать узурпировала власть, но ведь она невежественна и ничего не знает. Султан самодоволен и капризен. Они собственными руками погубят Хорезм. Джалаладдин, ты должен взять на себя ответственность и спасти нашу страну и наш народ. Я уже более не наследный принц, и у меня есть лишь мой меч. Джалаладдин, я передал твои слова твоему отцу. Мы должны вывести нашу 4000-ю кавалерию и 3000-ю пехоту за пределы нашего государства в Западной Ляо, к уйгурам и найманам, и дать Чингисхану решающее сражение. Мы не можем распылять наши силы и вести пассивную оборону. Они уничтожат нас поодиночке, но... Султан не послушал нас. Он уже напуган до смерти тем монголом Джебе. Подождем. Это займет больше года, прежде чем Чингисхан перейдет через степь, покрытые снегом горы и пустыню Гоби. Возможно, к тому времени что-нибудь изменится. Лишь бы мы успели.
Великий хан! Чулаун принес вести из Сися! Великий хан, наложница Хулан! Когда прибудут войска Сися? Они не придут! Что? Правитель Сися отказался направить свое войско в западный поход. Но он ясно сказал, что поможет мне. Почему же он не держит своего слова? Что сказал тебе правитель Сися? Он сказал, что раз Чингисхан считает себя непобедимым и сам решил пойти в поход на запад, зачем ему делить славу покорителя Хорезма с кем-то еще? Что? Он еще смеет насмехаться надо мной? Хан, не нужно гневаться. Правитель Сися думает только о своей выгоде и не помнит о своем долге. Сегодня он твой союзник, и он отправляет тебе свои войска, чтобы напасть на государство Цзинь. А завтра он друг Цзинь и требует у того награду для себя. Послезавтра он снова нападет на Цзинь, заключив союз с Сунь. Хан, к чему позволять этому проходимцу огорчать себя? У хана начинает сдавать нервы. Если так будет продолжаться, я начну беспокоиться о его здоровье. Он доверяет даосскому монаху Чанчунь. Минан и Елюй Шихай уже уехали в Шандун отвезти туда указ, составленный мною для хана, и пригласить его к нам. Надеюсь, что Чанчунь сможет дать ему хороший совет. Хану нужен покой и тишина, как раз то, что ему может дать даосский монах. Угадай, что мы можем сделать сейчас? Я попробую. Отец, В чем дело? отец, я пришел, чтобы послушать твои наставления о военной стратегии. Во-первых, способ огня и страха. Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по 5 костров и этим напугал до смерти Таян-хана. Во-вторых, способ зубила. Наносим удар одновременно в 3 направлениях, при этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений, мы прорываем защитные ряды противника и проникаем в гущу противника. Третий — это вынимание сердца. Это как, забивая барана, вскрываем брюхо и достаем его сердце. Используя свои отборные войска, стремимся проникнуть в самое сердце противника, где хранится их знамя, и отобрать его у них. Некоторые называют этот метод ураган и гром. Моя армия пронесется словно ураган, покрывает тысячи ли за считанные мгновения. Они словно коршуны, парящие в небе, будут бросаться на врага как на добычу, и не дадут тому времени, чтобы опомниться и нанести ответный удар. Отлично, замечательно. Главное — нападать на врага стремительно и не давать ему опомниться. И ты со своей длинной бородой порицаешь меня за то, что я никак не могу остановиться? Хан! Хан, группа посланников с запада хочет видеть тебя. Они посланцы Хорезма? Нет, их отправил к тебе халиф. Это не тот ли мусульманский глава, о котором несколько лет назад упоминал Джэньхай? Да, именно он. Зачем он направил ко мне своих посланников? Говорят, что его положению духовного главы мусульман сейчас угрожает султан Мохаммед. Хорошо. Позови Мухаммеда. И позови посланников халифа. Мухаммед, Здесь. прочитай это. Да. Западный исламский глава халиф приветствует нашего восточного спасителя Иоанна. Подожди. Что за спаситель Иоанн? Кто он такой? Здесь есть только хан Монгольского царства, Чингисхан, и нет никакого спасителя Иоанна. Ты не ошибся? Это наш Чингисхан, а не спаситель Иоанн. Мы проделали большой путь и прошли через огонь и воду, и когда наши силы уже были на исходе, мы повстречали ваш передовой отряд, который спас нас. Мы уже знаем, что вы собираетесь напасть на хорезмского шаха Мухаммеда. И мы как раз вас искали. Вы и есть наш восточный спаситель Иоанн. Кажется, они дали тебе такой титул. Хан, давайте послушаем, что говорится в письме. Хорошо, продолжай читать.
На протяжении столетий халиф являлся духовным лидером мусульман. Хорезм находился под моей властью. Позднее он стал подчиняться Гурхану династии Западной Ляо. Недавно сын найманского вождя Таян-хана Кучлук вместе с хорезмским султаном Мухаммедом лишили Гурхана его престола. С тех пор Хорезм-шах стал еще более высокомерным. Они захватили исламский мир на востоке и на западе. Особенно невыносимым стало то, что они уже несколько раз предприняли военные походы на Святую Землю и попытались покорить халифа. Этот султан Мухаммед совсем обнаглел. Захватил халифа на западе, убил наших монгольских купцов. Кажется, он действительно собрался покорить весь мир. В последние годы стали распространяться слухи, что султан Мухаммед пытается покорить все соседние государства. Теперь всем государствам угрожает смертельная опасность. Ты — спаситель из восточного мира. Бог направил нам тебя, спасителя Иоанна. Я надеюсь, что ты спасешь исламский мир. Все исламские страны будут рады приходу твоего войска. Длинная борода. Прими посланников, как полагается. Слушайте мой приказ. Армия выступает завтра. После того, как я уничтожу Хорезм-шаха и Хаирхана, я вернусь и сведу свои счеты с правителем Сися. Шандун, Лейчжоу, храм Хаотянь. Как вы чувствуете себя? Простите за навязчивость. Могу я спросить у даосского монаха Ли, может ли монах Чанчунь выехать с нами в ближайшие дни? Мне очень жаль, но мой учитель здесь молится. И он уже долгое время не интересовался, что происходит в Поднебесной. Посланники Цзинь приезжали к нам до этого. После них приезжали суньские посланники Ли Чуань и Пэн Ибнь. Просили моего учителя помочь им в решении государственных дел. Но учитель им всем отказал. Я сам лишь маленький придворный. Но у меня есть указ Чингисхана. Надеюсь, что монах Чанчунь с пониманием отнесется к призыву Чингисхана найти талантливого человека, который бы сопровождал его в походе на запад. Это не имеет никакого значения. Мой учитель написал письмо. Не передадите ли вы его Чингисхану? Елюяхай, нам нужно возвращаться. Мы проделали такой долгий путь, чтобы добраться до Лейчжоу, а этот Чанчунь даже не хочет видеть нас. Что мы скажем хану? Господин Елюй, не нужно волноваться. Он не был бы Чанчуем, если бы тут же согласился поехать вместе с нами. Ты хочешь сказать... Ты должен сейчас же отправить кого-нибудь к Чингисхану, чтобы хан написал новый указ. И в этот раз было бы лучше, если бы его составил Елуй Чуцай. И тогда он согласится? Если он снова не согласится, тогда он более не даосский монах Чанчунь. В долине Хорезма, лагерь Чингисхана. Если бы Мухаммед развернул свою 4000-ю армию на берегу Амударьи и дал нам решающее сражение, может быть, наша армия численностью чуть более 200 тысяч не добралась бы до города Эдала. Но он так не сделал. Он со своей 110-тысячной армией обороняет Самарканд. Еще 100 тысяч воинов он отправил на оборону старой столицы Ургенча, императрицы-матери. Оставшиеся войска разбросаны по другим городам, которые ждут, когда мы их уничтожим. Этот город Эдала защищают относительно много воинов, 30 тысяч. Но мы не можем допустить, чтобы вся наша 2000-я армия была скована 30 тысячами воинами Хаирхана. Наши лошади не смогут подняться на городские стены. Я решил разделить нашу армию на 4 группы. Здесь останутся Чагатай, Угадей, Шуадзи, Джебе, Хубилай и Джалме, чтобы штурмовать Эдалу.
Остальные 3 группы нападут на приграничные города и деревни Хорезма. Мы должны встретиться у новой столицы Самарканд и нанести удар в самое сердце врага. В войне всегда, и раньше, и сейчас, тот, кто держит под контролем время, владеет инициативой. Победа во времени сокращает расстояние. В сентябре 1219 года монгольская армия, которую ждали только через год, неожиданно возникла у ворот города Эдала. Ты уверен, что монгольские воины уже здесь? Ты точно не ошибся? Кто же думал, что они так быстро прибудут? Городские ворота надежно закрыты? Да, закрыты надежно. Ворота закрыты. Если мы только сейчас вспомнили о них, тогда бы монголы были бы уже внутри города. Кто же думал, что они так быстро прибудут? Они что, умеют летать? Убить 500 монгольских купцов и привести к нам 500-тысячную армию — это все ты виноват. Те, кого я убил, были монгольские шпионы. Пойди и сам объясни это Чингисхану. Это очень старое вино, спрятанное в подвалах дворца. Пей. Чингисхан стоит у ворот города? Как ты можешь веселиться и пить вино? Да, таких дней у нас осталось немного, и мы должны дорожить каждой минутой свежего воздуха и веселья. Я слышала от хана Халача, что у Чингисхана есть правило. Когда он воевал с государством Цзинь, он не убивал жителей городов, которые сдавались без боя. Хан Халача попросил тебя уговорить меня сдаться. Сдаться? Если мы сдадимся, он останется жить, а я умру. Чингисхан не прощает вероломства. А ты сможешь разбить монголов? Его войска подобны течению рек, они поглотят меня. Тогда нам нужно попытаться пробиться через окружение. Если бы мы могли прорвать их кольцо, разве я бы сидел здесь и ждал своей смерти? Что ты собираешься делать? Я не могу капитулировать, не могу прорвать блокаду. Остается одно — оборонять город, обороняться до последнего. А ты сможешь оборонять город? Нет, не смогу. Но я должен сражаться до последнего конца, чтобы меня не прокляли все мусульмане. Если я умру достойно, то я войду в историю как отважный и мужественный военачальник. Дорогая, будь со мной в эти последние часы моей жизни. Хан Хаир. Хаир-хан. Ты еще так молода и даже не родила мне детей. Ты словно не раскрывшийся цветок, которому суждено опасть под натиском ветра и дождя. Нет. Пусть я умру молодой, но ты был так нежен и добр ко мне. Умереть с тобой означает остаться с тобой навеки. На что же я могу жаловаться? На что? Любимая, чем ты лучше ко мне относишься, тем более виноватым перед тобой я чувствую себя. Мне очень жаль, что я не смог сдержать свою жадность и в итоге принес своей стране, своему народу такое несчастье. Как бы мне хотелось снова прожить свою жизнь. Тогда бы я смог еще больше заботиться о тебе. Еще сильнее любить тебя.
Но Аллах не даст мне такой возможности. Мне суждено умереть постыдной смертью. И втянуть тебя во все это. Дорогая. Моя самая дорогая. Любимая. Меньше всего на свете я хотел бы причинить тебе боль. 26 серия. Монгольская армия штурмует город Эдала. В октябре 1219 года монгольская армия атаковала город Эдала. Обороняющие город войска стояли насмерть. В ноябре армия Чингисхана достигла третьего по величине города Хорезма Бухары и отправила Харчи и Мохаммеда в качестве послов к верховному начальнику Бухары хану Цешили с предложением сдаться. Это монгольские послы, убейте их! Не убивайте нас, не убивайте нас! Я мусульманин! Не убивайте нас! Не убивайте нас! Послушайте меня! Любая река имеет исток, любое дерево имеет корни. Эту бессмысленную войну вызвало то, что Хайр-хан города Эдала захватил монгольский караван с бесценным жемчугом и шелком, убил 500 монгольских купцов, а хорезмский султан Мухаммед убил монгольских послов, приехавших на переговоры. Чингисхан непобедим. Сопротивляющихся убивает всех без исключения. Сдавшихся милует. Моя цель сказать вам, что только лишь преступления Хайр-хана навлекли бедствия на вас. Ни в чем не повинных мусульман. Если вы не хотите, чтобы столь красивый город Бухара превратился в пустыню, если вы не хотите, чтобы ваша кровь вытекала в реку Амударья, есть только один путь. Сложите оружие и следуйте за Чингисханом. Не слушайте его вздор! Убейте этого мусульманского предателя! Убейте его! Аллах когда-то предрекал, возле горы Худуоу есть река Амударья. К востоку от нее стоит город, который будет покорен. Имя этому городу Бухара. Не рассчитывайте на счастливый случай. Вы все обречены. Почтенный имам, когда же Аллах делал такие предсказания? Ты все это выдумал? Неужели ты не видишь, что армия Чингисхана, подобно морскому приливу, смоет Бухару? Что в них такого необыкновенного? В степи Чингисхан, может быть, и зовется героем, но его боевые лошади не могут перелететь через стены нашего города. Не забывай, что они брали многие города государства Цзинь и Западной Ляо. Вы, воины, ради удовлетворения тщеславия собираетесь рисковать жизнями простых мусульман? Аллах сказал, голыми руками половодье остановить невозможно. Опираясь на две ноги и силу, невозможно смягчить землетрясение. Нет ничего постыдного в том, чтобы принять мирные переговоры ради спасения жителей города. Однако, Цешили-хан, ты должен принять мудрое решение. Мы ждем это от тебя. Пригласите монгольских послов. Пригласите монгольских послов! Уважаемые послы, я слышал, что неизвестные мусульмане ранили вас. Хотя это не моя ответственность, я все же приношу вам глубокие извинения.
Ничего. Я хорошо знаю, что за человек Цешели-хан. В этот раз мы пришли, чтобы... Не продолжай, я знаю. Честно говоря, мои подчиненные, в особенности имамы и ученые, все высказываются за мирные переговоры, так как они боятся кровопролития. Ваш второй посол Мохаммед знает, что Бухара на нашем языке означает «центр наук». С мнением имама и ученых должны считаться. Однако, как главнокомандующий оборонных войск этого города, до того, пока я не получу приказа Харизм-Шаха, я должен насмерть оборонять город. У меня нет права открыть ворота и капитулировать. Так что, пожалуйста, передайте Чингисхану, что если я потерплю поражение, я и мои генералы безропотно отдадим наши жизни. Но не губите имама, ученых и народ. Хорошо. Я обязательно со всей справедливостью передам твои слова Чингисхану. Отправьте охранников, чтобы безопасно вывели их из города. Этот хан Цешели настоящий герой. Однако он посмел оказать мне сопротивление, поэтому он должен умереть. Ная, прикажи ремесленникам, чтобы за ночь построили лестницы и сделали снаряды. Завтра на рассвете мы штурмом возьмем Бухару. Монголы штурмуют Бухару. Скорее, бежим! Хан Цешели! Хан Цешели! Все плохо, все плохо. Мусульманские имамы и ученые открыли городские ворота. Чингисхан уже вошел в город. Цешели-хан, что нам делать? Переоденьтесь в одежды простых людей и бегите, спасайте свою жизнь. Уходите. Уходите. Здесь уже нечего делать. Февраль 1220 года. Монгольская армия атаковала город Адала в 13-й раз. Быстрее! Хайр-хан, что стряслось? Монголы захватили северные ворота. Где хан Халача? Пусть берет войско и отступает со мной в крепость. Подождем подкрепления войска Харизм-Шаха. Хан Халача вчера вечером с частью войска тайно прорвался из окружения, но был схвачен монголами. Вот негодяй, скорее отводи войска в крепость.
Готовьтесь скорее. Монголы собираются атаковать крепость. Остановите их. Стреляйте. Не давайте им забраться на городскую стену. Быстрее. Обрушьте на них град камней. Остановите их. Остановите. Что? Монголы начали штурм с задней стороны. Хаирхан, схватите его живым. Джалме, заходи с другой стороны, не дайте ему уйти. Вскоре после того, как Джелме и Джебе взяли Идалу, армия Чингисхана осадила Бухару. Талуй, поклонись от меня этому необыкновенному мусульманскому герою. Хорошо, отец.
Мы должны видеть Чингисхана! Не убивайте нас! Не убивайте! Мы должны видеть Чингисхана! Я Чингисхан. Ваш султан совершил страшные преступления. Ваш хан и вся ваша знать, все они преступники. Согласно воле вечного неба, я пришел наказать их. Однако вы помогали оборонным войскам оказывать нам сопротивление, а также избили моих послов. По законам войны вы все должны умереть. К счастью, ваши мамы ученые все время сопротивлялись вашим глупым действиям. Я не убью вас. Чингисхан! Хулан, Тебе лучше? намного. Я снова могу служить великому хану. Спасибо тебе, Хулан, за заботу. Почему ты не вошла в город и не посмотрела на его? Бухара — третий по величине город Хорезма. Его стоит посмотреть. Я успокаивала раненых. А ты? Боюсь, что есть какая-то другая причина. Верно, я надеюсь только увидеть мир после войны, но не могу видеть жестокости после мира. О, Аллах, я виноват. Чингисхан, наша армия взяла город Адала. Что с главным преступником Хайрханом? Его уже схватили. Хорошо. Отличная работа. Скажите Джочи и Чагатаю привести ко мне этого алчного Хайрхана. Я хочу наказать его сам. Да. Хубилай. Сколько раненых и убитых? 5000 человек. В марте 1220 года третий корпус монгольской армии достиг города Хужань на реке Шир. Выпусти стрелу с обращением Чингисхана за городские стены. Пусть сдаются. Чингисхан может их защитить. Да. Городская стена высока. Я слышал, что Тимур Мелик, который обороняет город, является известным хорезмским военачальником. Возможно, битва будет тяжелой. Великий хан приказал нам через 2 месяца быть в новой столице Хорезма Самарканде. Эту кость трудно разгрызть, но мы должны ее взять. Генерал Тимур Мелик! Генерал! Залп!
Взрывайте городские ворота! Убейте их! Отступаем! Кто не боится смерти, со мной! Худжань тоже пал. Эдала, Бухара заняты монголами. Наши города взяты один за другим. Что же в конце концов произошло? Наша стратегия сосредоточиться на обороне городов неверна. Мы должны объединить все наши силы для генерального сражения с монголами. Генерального сражения? Что если мы проиграем решающую битву? Кто осмелится гарантировать победу в решающей битве? Отец, не говори ничего. То, что нам сейчас нужно сделать, кроме молитв Аллаху, так это починить собственную изгородь. Нельзя дать Чингисхану захватить Самарканд до того, как мы успеем приготовиться. Хорошо, пойду проверю, как идет подготовка к обороне города. Ваше Величество! Вставайте. Ваше Величество, Самарканд самый большой по территории город Хорезма. Его почвы самые плодородные. Это самое красивое райское место на земле. Один персидский поэт сказал, если есть рай на земле, то этот рай Самарканд. Если сравнить его с Бухарой, все равно, что сравнить горькое со сладким. Ну что ж, этот рай скоро превратится в поле битвы. Только бы этот рай на земле не превратился бы в ад. Как тогда я смогу спокойно предстать перед всемогущим Аллахом? Нет, не превратится, Ваше Величество. В городе достаточно войска и еды. Мы обязательно разобьем монголов. Отец, еще не поздно принять мое предложение. Ты снова пришел. Ты мне дашь отдохнуть или нет? Монголы доставили нам много неприятностей. Довольно уже. Отец, мы должны как можно скорее собрать войска на берегу Амударьи, выждать, чтобы время сработало нам на пользу, и мобилизовать народ на решающую битву с Чингисханом. Опять решающая битва. Чингисхан более всего желает, чтобы мы оставили свои города и вступили с ним в жестокую войну и испытали на себе достоинство монгольской конницы.
Что же до мобилизации народа? Это совершенно бессмысленно. Мы только что силой собрали налог на следующие 3 года. Народ кипит от возмущения. Разве они нам помогут? Нет. Чингисхан придет и истребит невинных людей, разорит мечети. Это только больше разожжет возмущение народа. Только если ты сам поведешь армию в решающий бой, мы сможем восстановить свою славу завоевателей мира. Принц Джалаладдин верно говорит, все-таки наша армия всесокрушающая и непобедимая. Однако теперь Аллах больше не покровительствует нам. Пока несчастья еще не покинули нас, мы лучше разделим войска и пошлем их постепенно уничтожать врага. Уничтожать врага? Численность войска Чингисхана с 200 тысяч возросла до 300 тысяч. Хан, Минан и Елюй-Ахай отправили человека из Лейчжоу, провинции Шаньдун, передать вам письмо. Согласился ли на мое предложение монах Чанчунь? Нет, он отказался. Не придет и ладно. Завоевывая мир, нужно опираться на богатырей и ремесленников. Какой толк от ученых людей? Нет никакой пользы. Неужели? Ты не согласен? Тогда завтра ты пойдешь взбираться по лестницам на городские стены. Невежливо такое говорить, но сейчас ты хуже ремесленников, которые изготавливают стрелы. Генерал Субутай, ты не глуп. Ты знаешь, чтобы изготавливать стрелы, нам нужны ремесленники. Но чтобы управлять государством, нам нужны государственные мужи. Буддизм, конфуцианство и даосизм – 3 основных религии Китая. Мэн Цзи, последователь Конфуция, когда-то сказал: кто, кроме меня, может эффективно управлять государством? Даос Цзяньзия заложил основы династии Джао, просуществовавшей 800 лет. Разве ты не знал об этом? Что за Мэн Цзи, Цзяньзия? Я их не знаю, но я знаю тебя. Что насчет тебя? Великий хан знает. Длинная борода дал Мухали совет, как взимать налоги с жителей Центральной равнины. К северу от реки Хуанхэ восстановились ремесла, торговля и сельское хозяйство. Собранные налоги за 1 год превысили все захваченные в центральной столице. Правда? Что ж, вполне достаточно иметь одну длинную бороду. Для чего тогда нужен этот даосский монах? Этот даос очень умен. Длинная борода. Сейчас же составь высочайший указ и пусть его переправят в Шандун. Слова в указе должны быть искренними. Во что бы то ни стало, упроси его приехать и научить меня управлять миром. Хорошо. Я сделаю это сегодня ночью. Шаньдун, Лейчжоу, даосский монастырь. С тех пор, как я занял престол, я усердно управлял государством. Но мне не встречался человек, который мог бы быть моим первым советником. Мне говорили, что вы очень образованы и умны. В вас соединились благородство аристократа и добродетель замечательного монаха. Целые годы вы провели отшельником в горах. И даже после войны вы живете в уединении в Шандуне. Я восхищаюсь вами, но из-за расстояния, которое разделяет нас, я не могу лично приветствовать вас, и поэтому отправляю к вам моего придворного Елюй-Ахая проделать долгий путь, чтобы пригласить вас к себе. Прошу вас приехать и научить меня, как управлять государством и как сохранить свое здоровье. Любая строка, написанная вами, просветит меня. Чингисхан слишком хвалит меня, дряхлого старика. Я ни в какое сравнение не иду с Цзяньзия. Не хочу я быть и Джугэляном. Поэтому бесполезно мне, деревенщине, говорить о первом советнике и долге управления страной. Даос Чунь, не стоит волноваться. Чингисхан — единственный на сегодня человек, который способен успешно объединить Китай и построить великую империю. Он сказал в своем указе, что его основной задачей является благосостояние народа. И я хочу повстречаться с ним, потому что чувствую, что должен сказать что-то этому человеку, Чингисхану, в чьей власти
в одно мгновение решать судьбы тысяч и тысячи людей. Спасибо, даосский монах. В мае 1220 года даосский монах Чанчунь по приглашению Чингисхана предпринял длительное путешествие на запад в возрасте 70 лет. В это же время 4 корпуса монгольской армии, включая корпус под командованием Чингисхана, встретились у стен Самарканда. Большая битва вот-вот начнется. Великий хан Чингисхан. Хасар, Габаюй, вы вовремя подошли к Самарканду, чтобы объединиться со мной. Я запомню ваши подвиги и дам вам самые большие награды. Не нужно, хан. Мы оба пришли отдать свою власть и просить о наказании. Какие преступления вы совершили? Во время штурма города Чунжан погибло почти 4000 монгольских воинов. В этом нет вашей вины. Поднимайтесь. Великий хан, царевич Чагатай, царевич Угэдэй и генерал Джалме привезли к тебе Хаирхана и ждут за дверью. Пусть войдут. Хорошо. Хан зовет царевича Чагатая, царевича Угэдэя и генерала Джалме. Великий хан, во время штурма Идалы сколько погибло монгольских солдат? Почти 5000. Хан, на 1000 убитых врагов обычно приходится 800 своих воинов. Мы убили 300 тысяч защитников Идалы, а наша армия потеряла лишь 5000. Это не очень много. Не вините царевича Угэдэя. Я забрал у родителей и жен 200 тысяч монголов. Однако война только началась и идет всего несколько месяцев. Передать всем мой приказ. Если город сдается без сопротивления, ни один городской житель не должен быть убит. Но если мы встретим города сопротивляющейся монгольской армии, разрушив город, мы не оставим в живых никого. Посмотрим, кто осмелится остановить меня, Чингисхана. Где зачинатель этой войны? Этот Хаирхан, который должен умереть 10 000 раз, и его сообщник хан Халача. Я хочу видеть Чингисхана! Я хочу видеть Чингисхана! Я хочу видеть Чингисхана! Джебе, пусть войдет. Да. Великий Чингисхан, я должен был быть твоим гостем, но 2 твоих сына сделали меня пленником. Это нечестно. Неужели? Тебе лишь нужно убедить меня в своей правоте, и я сделаю тебя почетным гостем. Мудрый Чингисхан, когда твоя армия окружила Идалу, я уговаривал Хаирхана сдаться. Но Хаирхан не желал меня слушать. Он угрозами заставил меня защищать вместе с ним город в течение 5 месяцев. Затем я сам возглавил армию и вышел из города сдаться царевичу Чагатаю. Дал ему рапорт о положении армии в городе. Я помог 2 царевичам взять Идалу и сослужил тебе хорошую службу. Ты закончил? Да, я закончил. Чагатай, он говорит правду? Отец, первоначально он хотел вырваться из нашего окружения. Только после того, как генерал Джебе закрыл ему путь к бегству, он сдался. Нет, я сам вышел из города и сдался. Хан Халача, сначала я не хотел убивать тебя, так как я только что заявил, что если город сдается добровольно, то никто не должен погибнуть. Но ты сдался нечестно. Вытащите его отсюда и обезглавьте. Есть. Пошли. Где еще под этим небом можно найти справедливость? Ты не можешь отличить правду от лжи, хорошее от плохого. Ты недостоин называться ханом. Дуадай, Здесь. приведи сюда этого Хаирхана, достойного кары. На колени. Ты пастух коней. С какой стати я должен вставать перед тобой на колени?
Верно. В детстве я пас лошадей, поэтому я знаю, как управлять лошадью, которая брыкается. Кто из вас покажет мне, могут ли сгибаться ноги у этого парня? Его ноги могут сгибаться. Поднимите его, опустите его на колени. Чингисхан, ты тиран. Я тиран. А кто ты? Грабитель, вор, лжец и мясник. Твоя жадность погубила моих 499 безоружных купцов. Чтобы избежать моего наказания, ты погубил жизни стольких воинов и простых людей Далы, включая многих детей и женщин. Я не буду слушать твое гавканье. Дай мне нож. Посмотрим, сможет ли хорезмский герой не моргнуть и не повести бровью. Хаир-хан, ты хочешь разозлить меня и умереть быстрой смертью? Я скажу тебе, я не рассержен. Я не тороплюсь дать тебе умереть. Я посмотрю, как ты будешь корчиться от боли, прежде чем умрешь. Я прокляну тебя перед Аллахом. Твой Аллах тебе не поможет. Взять его. Дуадай, откройте ему глаза пошире. Что ты хочешь делать? Разве ты не открываешь свои глаза лишь при виде денег? Тогда я залью твои глаза расплавленным серебром. Нет! 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 Хаир-хан, где же было твое могущество, когда ты убивал моих людей? Когда ты захватил мой жемчуг и шелк, твои глаза были широко открыты. Султан Мухаммед тоже схвачен. С ним покончено. Даже такой жестокий человек имеет только одну жизнь. Возьмите труп Хаир-хана и скормите его собакам. Трупы таких людей даже собаки не станут есть. Этот Чингисхан дьявол? Разве могут кони скакать по стенам Эдалы и Бухары? Как они смогли взгромоздить своих лошадей на городские стены? Отец, беги, пока Чингисхан полностью нас не окружил. Ты что, объелся сладостей? Как ты можешь говорить такие глупости? Если я прорвусь, я точно буду убит монгольской стрелой. Кто знает, сколько у них метких стрелков? Отец, доверь оборону Самарканда мне. Ты лишь рискуешь своей жизнью без пользы. Ты хочешь прогнать меня, чтобы самому стать султаном? Отец, беги! Сами бегите. Бегите. Бегите сейчас же. Двадцать 27-я серия. Город Самарканд. Хаир-хан, развязавший эту войну, уже мертв. Сейчас настал черед султана Мухаммеда, убившего моих послов и прервавшего мой поход на армию Западной Ляо. Слушайте. Плотно окружите Самарканд, не дайте ускользнуть даже мыши. Мы вовремя отступили, иначе мы были бы окружены армией Чингисхана в Самарканде. Моя душа, подобно прохладному ветерку, ушла бы прямо в рай.
Да, хотя моя душа не поднялась в небо вместе с несколькими десятков тысяч воинов и жителей Самарканда, возможно, с сегодняшнего дня, куда бы она ни пошла, она нигде не найдет покоя. Генерал Тимур Мелик, не стоит переживать. Мы вырвемся из окружения. Я поведу вас на поиски более удачного места и военных возможностей для сражения. Настанет день, и мы обязательно вернемся. Идем. Генералы и воины Самарканда и Хорезма. Это моя семья втянула вас в войну. А когда вам стала угрожать смерть, бежала. Я опозорил этот меч, опозорил бога войны Хорезма. Опозорил предков, народов Туджиман и Цинша, а также прекрасный Самарканд. Принц Джалаладин, уже ничего не вернуть. Султан, радуясь, что не погибнет со своим народом, бросил его. Но правители, бросающие свой народ, становятся брошенными историей. Хорошо, если бы это была только трагедия правителя. Но, к несчастью, это также трагедия многомиллионных народов. Я думал, что монголы не более чем пастухи-охотники, умеющие скакать на лошадях и стрелять из лука. Я считал Хайр-хана племянником моей матери. Я опрометчиво разозлил Чингисхана, не предполагая, что он принесет нам такие бедствия. Среди вас есть воины Хорезма, добродетельные и высокочтимые государственные деятели и важные сановники. Какие идеи есть у вас, чтобы помочь мне избавиться от нынешнего трудного положения? Прошу вас, поделиться со мной своей мудростью и своими мыслями. Земли Хэджун уже невозможно спасти. Хотя никто не желал, чтобы сложилась такая ситуация, это уже стало фактом. Следующим нашим шагом должна стать защита Хорасана и Ирака. Мы должны объединить войска, собрать армию из мусульман, общими усилиями оказать сопротивление вдоль Амударьи, не дать боевым коням Чингисхана топтать священные земли к западу от реки. Что будем делать, если проиграем? Сможем ли мы уйти от погони монголов? Дело не в том, что у нас нет сил победить. Нам не хватает смелости победить. У нас также нет чудесных стратегий Чингисхана и его разнообразных тактических приемов. Нашим генералам трудно успеть обучиться им до того, как они будут полностью разгромлены. Поэтому я говорю, что мы не можем идти здесь в решающую битву. Надо отступать. Куда отступать? На юг? В Талихан? Перван? Нет, еще дальше на юг. Уйти от этой реки Амударья, принесшей нам несчастье. Уйти подальше от монголов. Отступить до Газни. Что? Как же ты не предложил отступать до Индии? Да, у меня было такое намерение. Если в Газни мы по-прежнему не сможем дать отпор Чингисхану, нам придется отступать до Индии, чтобы сохранить войска. Это неплохое предложение. Продвигаться вперед, атакуя, или отступать, защищаясь. Правитель Ирака пригласил султана к себе. Он может собрать войска для защиты султана. Это дорога к отступлению. Если у нас, в конце концов, дорога нападения. Наша великая армия Хорезма уже превратилась в постоянно терпящую поражение. Отступать в Ирак? Мы хотим отдать Чингисхану нашу древнюю столицу Ургенч? Принц Джалаладин, не стоит здесь бравировать своей храбростью. Нет. Генерал Тимур Мелик верно говорит. Нам действительно не хватает смелости победить врага. Если отец намерен отступать, пусть передаст мне армию, даст мне возможность вступить в решающий бой с Чингисханом. Ваше Величество, мы с мусульман собрали налоги за 3 года не для того, чтобы бросить их в минуту опасности и самим удирать, а для того, чтобы защищать их. Только так мы не потеряем милость Аллаха и поддержку народа. Отец,
Принц Джалаладдин действительно озабочен судьбой страны и народа? Что значит твои слова? Очень просто. Он возьмет армию в свои руки и с ее помощью сместит кронпринца, возможно, сможет стать новым султаном Хорезма. Я отрежу тебе язык, который только может обрушиваться с нападками и распространять сплетни. Хватит драться! Сложите оружие! Ваше Величество! Султан! Монголы идут! Идем. Не нужно суетиться. Приведите коня. Быстро, едем. Это пришел жестокий Джабе! Быстрее! Защищайте султана. Сражайтесь с монголами. Этот султан Мохаммед весьма гостеприимен. Приготовил еду и ушел. Я смотрю, уже темнеет. Осторожно, не попадите в их ловушку. Хорошо, давайте сначала поедим. Наполним свои желудки, а потом догоним султана Мухаммеда, чей желудок пуст. Слезайте с коней, поедим. Спешится, спешится. Министр, скажи, куда мы сейчас едем? Ваше Величество, под прикрытием ночи мы спешим отойти к городу Малихей. Это самое лучшее. Я хочу завтра, когда взойдет солнце, услышать хорошие новости. Едем, едем. Благодаря позорному бегству султана Мухаммеда, Чингисхану понадобилось лишь 8 дней, чтобы захватить новую столицу Хорезма – Самарканд. Дедушка! Наша армия уже вошла в Самарканд. Мы разделили население города и солдат на группы по 100 человек в каждой и согнали их за пределы городских стен. Находятся ли под защитой те исламские военачальники, которые добровольно сдались? Им и 50 тысячам жителей, которые находятся под их покровительством, было позволено остаться в городе. Хорошо. А что будем делать со слонами? Это те 20 посеребряных слонов, которые отражали атаки нашей армии, имеют длинные носы и по размерам равны 10 верблюдам. Да, слоны с длинными носами, пугающие слоны. Нет, хан, они славные слоны. Тебе понравились? Тогда передай их наложнице Хулан. Хорошо, дедушка. Мутаган, чем питаются слоны, чтобы жить? Они едят степную траву. Тогда выпустите их на равнину. Как же так? Они насмерть задавили стольких наших солдат. Это не по их вине. Простим их. Правильно. Участвовать в войне их заставили люди. Простим их. Хан по-настоящему гуманный правитель. Ему жаль убить даже нескольких слонов. Не хочешь ли ты сказать, что и к этим людям я тоже должен быть гуманным? Нет, я ничего не говорю. Они сопротивлялись 8 дней, убили и искалечили стольких моих воинов. Но так же, как и слонов, их заставили участвовать в войне. У меня все же есть мысль, как с ними поступить. Отберите из этих людей 30 тысяч искусных ремесленников и отдайте их наянам. Конечно, это старая традиция. Разве хан не беспокоится о том, что в чужих землях у нас не будет военных ресурсов? Отберите 30 тысяч молодых и здоровых мужчин и сформируйте из них специальную армию. Можно. Пусть совершают подвиги, чтобы искупить преступления. Что же до 100 тысяч, которые должны умереть? Пусть исламский имам передаст нам выкуп за них в 200 тысяч динаров и всех заберет. Таким образом, каганат отца Мутагана станет больше на 100 тысяч налогоплательщиков. А длинная борода предложил отличный способ. Нельзя верить всем словам длинной бороды. Я не могу простить народ Канли, который сопротивлялся яростнее всех. Мужчин Канли мы сожжем в огне. Утопим в разрушительных морях. Решено. Ная, согласно моему решению, отбери людей, которые должны умереть. Я сам проведу казнь. Есть.
Длинная борода. Я дам тебе группу солдат. Иди в город, возьми себе что-нибудь. Хорошо, длинная борода, я помогу тебе, пойдем. Пойдем. Тибетский красный цветок. Корень ревеня. Смотри-ка, женьшень. Несите. Все несите в повозку, побыстрее. Несите в повозку, скорее. Послушай, длинная борода, все воруют золото, серебро, сокровища, а ты берешь высохшие листья и траву. Для чего? Ты не поймешь. Неси это скорее в повозку. Помедленнее, не просыпь. Не торопись. Не торопись. Начнем. Выведите их вперед. Выполняйте. Убивайте! Правоверные защитники, да здравствует султан! Город Балихей. Закрывайте скорее ворота. Не позволим иноверцам познать истину ислама. Уходим, чем дальше, тем лучше. Дворец в Самарканде. Имам, это выкуп в 200 тысяч динаров? Проверь, хан. Не нужно. Я знаю, что имам не может обмануть. Спасибо, хан, за доверие. Так я могу идти? Куда торопиться? Подожди немного. Я с рождения только воевал и страдал. Я не знаю грамоты, поэтому с особым уважением отношусь к таким ученым мужам, как ты. У меня среди наяний живут ученые-китайцы, кидане, нужени. А как ты, достопочтенный имам, не хочешь ли ты следовать за мной и служить мне? Нет, лучше всего мне служить имамом у своих мусульман. Почему? В этот раз мое Чингисхану наказание Хайрхану может считаться милостью для твоих правоверных. Мои нынешние заслуги перед жителями Хорезма должны получить прославление во многих поколениях. Что ты думаешь по этому поводу? Я не знаю. Как такой ученый человек, как ты, может не знать ответа? Говори. Если великий хан сохранит мне жизнь, я скажу. Говори. Я гарантирую твою безопасность. Неважно, что ты скажешь. Скажи только правду, и я не убью тебя. Я верю, что ни один человек в Хорезме не сможет связать имя монгольского хана со славой. Вздор! Однако ты обещал не убивать меня. Ты говоришь неправду, потому что это не факт. К сожалению, это факт. Потому что воины Чингисхана убивали безоружных людей. Если бы я защитил Мухаммеда и Хайрхана, тогда я потерял бы свои заслуги перед жителями Хорезма и потерял бы свою славу. Если ты проживешь долго, то увидишь, что народы и правители чужих стран всегда будут помнить мое имя. Имя Чингисхана.
Отец, каковы результаты войны на восточной границе? На восточной границе? Где находится восточная граница? Монголы уже решили атаковать Самарканд. А что же мы будем делать? А вы спасайте свои жизни. Отец, Зачем ты зовешь меня? Говорите. Говорите все. Какой есть способ избавиться от этих страданий? Ай, бросьте, не хочу слушать. Я совершенно не верю вашим пустым разговорам о скорейшей генеральной битве. Принц Джалаладдин, отправь людей в старую столицу Ургенч, чтобы скорее доставили сюда королеву-мать и вдовствующую императрицу. Этот город наверняка станет для Чингисхана следующей целью нападения. Идите. Да поторопитесь. У меня устала поясница. Я хочу пораньше лечь в постель отдохнуть. Вы все свободны. Я сказал свободные. Ваше Величество, султан! Но в чем дело? Люди из Самарканда. Пусть скорее войдут. Генерал Амуле! Ваше Величество, Самарканд пал. Всего за 8 дней я потерял армию в 110 тысяч человек. По дороге сюда видели ли войско Джебе? Самарканд уже пал. Чингисхан должно быть уже в погоне. Торопись. Скорее, отступаем к югу. Город Балихей. Господин, Что это за место? это город Балихей. Приехал ли султан Мухаммед и его сын? Приехали. Он говорит, что противостоять монгольской армии невозможно. Его собственные войска отступили вместе с защитниками Балихея. Он бежит очень быстро. Куда они бегут? На юг? Ты знаешь наш приказ? Знаю, вы не убиваете тех, кто не оказывает сопротивления. Хорошо. Найди нам проводника. Я пошлю кого-нибудь управлять твоим городом. Хорошо. Иди. Передайте мой приказ. Армия не входит в город, а немедленно отправляется в погоню за султаном. Есть! Как далеко отсюда до Самарканда? Когда до пота загонишь этого коня, тогда приедешь. Помоги взобраться на лошадь. Эй, можно спросить, к чему такая спешка? Чистая душа великой ханши Ойлун, матери Чингисхана, подобно молнии взметнулась в небо. Скажи, кто был рядом с ней в последний миг ее жизни? Так как она умерла внезапно среди ночи, рядом с ней была лишь Хедаан. Какие слова она сказала напоследок? Она повторяла одну фразу. Какую? Она говорила: «Где мой Темуджин? Почему он до сих пор не вернулся?» Где мой Темуджин? Почему он до сих пор не вернулся? Хан! 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 Хан!
Прости меня. Я увел от тебя родных и приемных сыновей, не оставив тебе ни одного, кто бы мог позаботиться о тебе. Ты всю жизнь работала на нас, а в смертный час осталась одна денешенька. Такой печальный конец. Прости меня. Прости. О, мать, прости меня. Темучин. Мама, не покидай меня. Мама не покинет тебя, сынок. Не покинет. Почему лекарство длинной бороды такое горькое? Господин Лилю Чицай говорит, у ханьцев есть старая поговорка. Горькое лекарство лечит болезнь, неприятные слова улучшают поведение. Горькие, неприятные слова улучшают поведение. Хулан, эта длинная борода попросил тебя передать мне эти слова. Нет, нет. Хан всегда жалуется на горькое лекарство. Я попросила изменить рецепт, и тогда длинная борода сказал мне эти слова. Неужели они задели тебя? Эта длинная борода уговаривал меня. Отменить приказ об уничтожении городов и их жителей, если они окажут сопротивление. Но я отказался. Почему? Неужели он не прав? За первые 3 месяца, как началась война, я потерял более 10 тысяч воинов. Если везде, куда мы придем, нам окажут сопротивление, мы не уйдем далеко, пока никого не оставим в живых. Хан, Джочи и остальные уже пришли? уже давно ждут снаружи. Пусть войдут. Пусть войдут. Есть. Отец! Помните, что длинная борода послан нам, монголам, небом, чтобы помочь укрепить нашу страну. В дальнейшем вы должны, подобно мне, прислушиваться к каждому его слову. Поняли, отец? Нам уже нечего делать в Самарканде. Мы должны захватить старую столицу Ургенч. Нам осталось только захватить этот самый большой, самый старый город Хорезма, город, где живет вдовствующая императрица, и тогда победа будет в наших руках.
Говорят, так называемому завоевателю мира султану Мухаммеду скоро будет 50, но он все еще боится своей матери. За спиной у этой вспыльчивой старухи стоит племя Циньша. Если султан не слушается, она может отхлестать его по попе. Мое здоровье не восстанавливается, поэтому я вверяю вам, троим, проведение атаки на Ургенч. Да, отец. Там около 100 тысяч солдат и 1 миллион жителей. Не стоит недооценивать силы врага. Я дам вам половину конницы. Челаун, Джелме и Хубилай. Самарканд уже стал каганатом Чагатая. После того, как падет Ургенч, он станет каганатом Джочи. И вся армия перейдет в подчинение к Джочи. Вы меня поняли? Да, хан. Теперь идите. Ах, да. Я слышал, что Ургенч — богатое место. Всеми силами защищайте его. Когда захватите его, сообщите мне. Я приеду посмотреть на эту мировую жемчужину, где садится солнце. Отец, есть ли у тебя еще наставления? Больше нет. Джочи, заодно позови Елю Чуцая, пусть навестит меня. Да, отец. Что встал? Чагатай, ты слишком равнодушен. Неужели ты не заметил, как постарел наш отец? Отец! Отец! Вчера дедушка попросил меня остаться с ним. Я просил деда взять тебя тоже с собой. Не нужно, дедушка очень добр ко мне. Что за разговоры? Дедушка добр с тобой, и ты уже не со мной? Нет, я не это имел в виду. Я говорю, дедушка очень любит меня, я могу у него многому научиться. Мутаган, ты уже взрослый. Когда закончится война, ты вернешься со мной в мой каганат. Когда я умру, ты станешь преемником хана, понял? Ты не можешь все время оставаться около деда. Тогда я пойду спрошу дедушку. Я пойду. Ты жди здесь. Ты хочешь забрать Мутагана? Зачем? Он под моим присмотром, а ты беспокоишься? Нет, нет, отец, я не это имел в виду. Мне не интересно слушать, что ты имеешь в виду. Я только скажу тебе, Мутаган мой самый любимый внук. Почему я не могу оставить его у себя? Хорошо, я хотел... Ты можешь идти. Да. Чагатай. Отец, оставь мне Мутагана. Ты можешь быть спокоен. Придет время, и я передам тебе человека, достойного принять место хана. А сейчас я стар, мое ухо хочет чаще слушать детский смех. Что это со мной? Раньше у меня не было такой глубокой привязанности. Хулан, скажи мне честно, мои волосы и борода такие же белые, как у старого козла? Нет, хан. Твои волосы и борода побелели от горьких слез. Разве твое здоровье не крепнет день ото дня?
Хан, ты хотел меня видеть? Длинная борода, присядь, пожалуйста. Я постою. Великий хан, ты сегодня очень хорошо выглядишь. Правда? Да, Хану намного лучше. Не веришь? Встань и пройдись. Хулан, помоги мне попробовать подняться. Хан, ты выздоровел, но пока присядь, отдохни. Теперь намного лучше. Длинная борода, ты тоже присядь здесь. Спасибо, хан. Есть ли новости от даосского монаха? Я как раз хотел сообщить тебе. Сопровождаемый Елюй Ахаем, даосский монах Чанчунь покинул Лэйчжоу и прибыл в Яньцзинь. Хорошо. Однако, когда он услышал, что ты пошел на Хорезм, он снова не захотел приходить. Почему? Он написал тебе объяснение. Зачитай мне основные места. Монах Чанчунь из Цися, провинции Дэнчжоу, получил приказ прибыть издалека. Я провел всю жизнь, постигая учения даосов, но не преуспел в этом. Испытал много лишений, но только лишь постарел. Что это значит? Он говорит, что у него нет никаких способностей, он всего лишь старик. Ранее династии Сун и Цзинь приглашали меня много раз, но я отклонял приглашение. Теперь хан позвал меня один раз, и я тут же собрался в путь. Почему? Я слышал, что император смел и мудр, как никто и никогда. Я понял эти речи. Он говорит, что я намного лучше императоров династии Цзинь и Сун. Он отдает мне большое уважение. Невзирая на снег и иней, я пошел, чтобы встретиться с тобой. Пришел в Яньцзинь и услышал, что повозка готова в дальний путь. Неизвестно, длиной во сколько тысяч ли. Он говорит, что пришел в Яньцзинь и только тогда узнал, что ты уже ушел на запад, не зная, как далеко тебе надо идти и как долго. Погода изменчива. Дряхлые люди не выдерживают. Он боится, что не пройдет и полпути. Он говорит, что ничего не понимает в военных делах и не может, подобно Цзяньцзи и Джу Геляну, править страной. Он лишь немного понимает в делах нравственности. Сейчас смутные времена. Заставить людей сдерживать свои желания совсем непросто. В то же время он говорит, что ему уже много лет, он чахлый старик и не может противостоять ветру и заморозкам. Он не пойдет на запад, а будет ждать, пока ты вернешься в степи, и тогда он встретится с тобой. Нет, длинная борода. Поскорее напиши указ от моего имени с просьбой обязательно прийти в Самарканд. Какого содержания? Скажи ему. Династии Цзинь и Сунь многократно приглашали его. Он отказывался приходить. Но он не побоялся погодных условий и долгого пути, чтобы прийти на мой зов. Я этим чрезвычайно тронут. И еще больше хочу увидеть его. Даже если, как он говорит, он не сможет помочь мне управляться с государственными делами, я все равно высоко ценю его моральные устои. Потому что я все яснее понимаю одну истину. Если хочешь покорить врага, нужно иметь армию, грубую силу, даже не пренебрегать зверствами. Но если ты хочешь править покоренными людьми, добиться долговременного спокойствия, необходимо покорить людские сердца. Я точно знаю, что еще не нашел и не овладел этим способом управления страной, поэтому он мне необходим чрезвычайно. Возможно, я проживу недолго. Моим сыновьям и внукам он будет нужен еще больше. Пусть он приезжает скорее. Вот что попроси правителя Мухали послать охрану для сопровождения. Пусть о нем заботятся на почтовых станциях через каждые 30 ли. Пришлите его на 1 день, на 1 час раньше. Хорошо, я думаю, получив такую искренность и заботу от хана, он обязательно придет. Прошу.
Хан, ты устал. Тебе нужно скорее отдохнуть. Посмотри, ты даже не надел свою обувь. Хан! Хулан, я скажу тебе один секрет. Последнее время я очень боюсь смерти. Хан! Не пугайся. Я не скоро умру. Хан, молю тебя, больше так не говори. Хорошо? Хорошо, не буду. На самом деле, я избегал смерти уже много раз. Я не трус. Просто не хочу умирать так рано. Я не надеюсь прожить так же долго, как моя мать. Только прошу небо дать мне еще 10 лет. 10 лет. 10 лет. За это время я смогу хорошо обустроить каганаты моих 4 сыновей. За 10 лет я смогу уничтожить династии Цзинь и Сунь и объединить Китай. За 10 лет я смогу научиться многим вещам, которым не мог научиться, сидя верхом на коне. За 10 лет я смогу создать себе памятник как могущественному и добродетельному правителю. Хулан, скажи мне честно, смогу ли я прожить еще 10 лет? Сможешь, обязательно сможешь. Разве монах Чанчунь не прожил более 300 лет? Нужно только, чтобы он пришел и передал тебе искусство долголетия. И ты тоже сможешь прожить больше 300 лет. 300 лет. Я видел только 300-летние деревья, но еще не видел человека, которому 300 лет. Есть такие, Елюэхай сам говорил. За 300 лет можно совершить много хороших дел. Если бы я действительно помолодел, что было бы с тобой? Не слишком ли ты была стара, чтобы быть моей наложницей? Удача или неудача определяется небом. Беда или счастье приходят из потустороннего мира. Скажи, султан, что ты хочешь узнать? Я хочу знать, когда закатившаяся звезда удачи взойдет снова. Когда Чингисхан покинет Хорезм, куда мы должны уйти, чтобы избежать смертельной опасности? Бабы говорят так. Желтых бобов больше, чем черных. Желтокожие неверные все еще в выгодном положении. Закатившаяся звезда удачи еще не взошла. Беды еще продолжатся. Есть ли способ избавиться от них? Есть. Бабы говорят, север, восток, юг. 3 стороны в сетях желтых бобов. Только в западном направлении можно убежать от бед. Это очень рискованно. Похоже, мы не можем идти в Газни. Газни на севере. Завтра рано утром мы повернем на запад, в город Нишабур. 28 серия.
Султан совсем потерял разум. А этот рожденный тюркской неразумной женщиной принц Джалаладдин постоянно зарится на место кронпринца. Если он придет к власти, нам, людям Тиньша, не поздоровится. Нужно избавиться от султана Мохаммеда и сделать наследного принца новым султаном. Избавимся сейчас же. Идем. Не нужно верить всему, что говорит эта ведьма. Но не верить совсем мы не можем. Да в это совершенно невозможно верить. Брось, хватит. Неважно, что говорит Дуали. Когда-то ты тоже не соглашался вступать в Газни и Ирак. Отец, я не согласен бежать, сломя голову. Хватит. Не стоит тратить слов на тему, которую мы уже обсуждали 100 раз. Сегодня я хочу тебе сказать то, что ты должен навсегда запомнить. Война — это не детская игрушка. Ваше Величество, сегодня вечером вам лучше не покидать свою охрану. Почему? Потому что кто-то вас хочет убить. Стреляйте! Кто-то убил его величество султана! Султана стреляли! Слушайте, вчера вечером султан Мохаммед отправился к праотцам. Сейчас его душа уже в райских кущах вместе с прошлым правителем. Как главный министр по приказу вдовствующей императрицы Теркен, я объявляю маленького наследника принца новым султаном. Принц Джалаладдин, скорее сойдите с коня и поклонитесь новому султану. Что ж, я очень хочу сделать то, что вы мне говорите. Однако кое-кто здесь не согласен. Кто? Кто осмелился не согласиться? Пусть он выйдет. Мой солдат был убит теми, кто задумал убить меня. Пусть Аллах в своем яростном гневе разнесет сатанинскую голову этого бунтовщика. Да здравствует султан Мохаммед! Долгих лет жизни нашему султану! Отец, нельзя дать ему уйти! Они в страхе не знают, куда бежать. Джебе позаботится об этом деле вместо меня. Докладываю вам, генералы, жители города наотрез не хотят вас слушать и отказываются отдавать вам что-либо. Что же, Субутай, придется сражаться? Брось. Важнее догнать султана Мохаммеда. Выступаем. Монголы уходят! Ну что, Они еще что-то кричат? Убить их всех без исключения! Остановиться! захватить город, убить всех жителей. Братья, чего вы ждете? Вперед! Вперед! В то время как Джебе и Субутай захватывали город, султан Мохаммед и его охрана спешно бежали в город Нишабур. А покинувший султана главный министр сошелся лицом к лицу с триумфально возвращающимся Джебе.
Город Нишабур. Приветствую тебя, вдовствующая императрица-мать и образец женской добродетели. Генерал Тимур-Мелик, почему твой великий султан не пришел встретить меня? Он не знает, что вы прибыли в город Нишабур. Чем он занят? Он плохо себя чувствует, как физически, так и морально. Отведите меня к нему. Завоеватель западного мира Султан Мухаммед превратился в ходячий труп. В то время как завоеватель восточного мира, хотя и чувствующий уже постепенное приближение смерти, все еще крепок и амбициозен. Хотя трудно определить степень участия этих двух главнокомандующих в военных победах и поражениях во время противостояния Запада и Востока. Однако падение Хорезма, безусловно, лежит на совести султана. Уходите все отсюда! Императрица! Постойте. Как смеете вы притуплять волю султана к борьбе в тяжелые для страны времена? Уведите их и обезглавьте! Императрица! 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 В стране смерти разруха. Как можешь ты проводить дни в пьянстве? Как же я могла родить такого никчемного сына? Я никчемный. Да, ты права. Я провожу дни за вином. Но что ты дала мне сделать? Аллах покинул меня. Я ничего не могу сделать. Джебе и Субутай, эти два монгольских дьявола неустанно преследуют меня. Мне некуда бежать, негде скрыться. Что ты прикажешь мне делать? Неужели твоя сабля сделана из дерева? Почему ты не идешь и не сопротивляешься? Сопротивляться? Я уже сопротивлялся, но моя армия, встретив монголов, была разбита на голову. О, Аллах! С тех пор, как я пересек реку Амударья, я почти каждый день бегу, спасая жизнь. Куда бы я ни пришел, не проходит 3 дней, как Джебе и Субутай догоняют меня. А твои министры, наши ханы Цинша? Они чуть не убили меня. Что? Министры и ханы Цинша, которых ты навязала мне, не только не помогли мне отбить нападение монголов, но замышляли убить меня. Сегодня я, к счастью, жив, но кто знает, когда я умру. Как такое может быть? Как такое может быть? Но это так. Уже так. С Хорезмом покончено. Он исчезнет из этого мира. Мать, давай вместе весело насладимся последними днями. Генерал Тимур-Мелик, Императрица? наши женщины, дети и старики прибежали сюда из Ургенча, чтобы укрыться от нападения Чингисхана и не быть убитыми Джебе и Субутаем. Его Величество Султан уже распорядился. Мне все равно. Я не собираюсь выслушать, какой план у моего неумелого сына. Мне сейчас нужен ваш совет. В горах возле города Нишабур есть старая крепость Халун. Это место легко защищать и трудно атаковать. Я уже подготовил армию сопровождать ваше высочество, султана и принцев, охранять вашу безопасность. Однако его Величество Султан... Не думай о нем, я уже устала смотреть на него. Проводи меня немедленно назад. Вы все слышали? Она назвала меня неумелым. Да, я неумелый. От меня нет толка. Но я еще помню, кто принес в Хорезм эту разрушительную войну. Это ее племянник, проклятый Хайр-хан. Если бы послушали меня и отправили этого злодея, и все награбленное им Чингисхану, не было бы этой войны. Но разве она послушала? Она получила от Хайр-хана сундук с драгоценностями, и грабитель сразу стал героем, а купцы — шпионами. Пришли монголы, и страна скоро будет разрушена. Однако эти ханы Цинша, на которых она опирается, могут только бежать, поджав хвост, едва завидев монголов. Все города один за другим попали в руки Чингисхана. В этой безнадежной ситуации что я могу сделать?
Когда султан Мухаммед сидел в ожидании смерти, не зная, что делать, две 20-тысячные армии двух генералов Чингисхана, Джибе и Субутая, подходили к нему все ближе. Ваше Величество, достопочтенный султан, если ты уйдешь, кто защитит нас, правоверных? Кто защитит наши мечети? Мои подчиненные, вы ошибаетесь. Я выезжаю за пределы города, чтобы поохотиться. Я не брошу мечети правоверных. Вы сейчас же отправляетесь укреплять городские стены и углублять ров. Когда придут монголы, я поведу вас на защиту Нишабура, и мы уничтожим монголов у стен города. Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! После того, как жители города укрепят стены и сделают глубже ров, они обнаружат, что мы уже сбежали. Как они будут выражать свой праведный гнев и разочарование? Бежим. У нашего великого султана еще есть места, не занятые монголами, куда можно бежать. Необходимость в решающей битве, которую ты так ждешь, придет сама собой. 3 дня спустя монголы штурмуют Нишабур. Монголы у стен города. Монголы пришли. Они действительно пришли. Монголы пришли. Султан и его армия бежали. Разве он не говорил, что уходит охотиться? Не заставил нас укреплять стены города и глубже рыть ров? О боже, он предатель. Какой же он защитник. Он трус и негодяй. Теперь, когда султан бежал, кто защитит нас? Кто придет защитить нас, безоружных мусульман? Пусть великий Аллах накажет этого злодея. Если мы будем сопротивляться, они наверняка всех нас убьют. Если мы сдадимся, они, возможно, сохранят нам жизни. Так лучше нам сдаться. Вы очень послушны. Здесь есть императорский указ Чингисхана под красной печатью, написанный на уйгурском. Прочти его. Всемогущее небо даровало великому хану Чингисхану все земли от места, где восходит солнце, до места, где оно садится. Любой, кто сдастся, а также его жена, дети и родственники, получат помилование. Любой, кто окажет сопротивление, а также его жена, дети и ближние, будут убиты. Чингисхан Великой Монгольской империи. Вы поняли? Возвращайся и передай это городской знати. Скажи им не призывать народ подобным муравьям оказывать сопротивление монголам, подобным огню и воде. Хорошо. Говорите, куда бежала эта злобная старуха Таркен? В крепость Хулун. Вы отведете нас туда? Отведем. Крепость Хулун.
Вдовствующая императрица! Вдовствующая императрица! Что стряслось? Монголы! Монголы! Что монголы? Монголы уже окружили крепость. А где мой сын, султан Мухаммед? Почему он не остановит монголов? Жители крепости Хулун не имеют привычки запасать воду, а в этом году уже несколько месяцев не было дождя. Я думаю, в крепости скоро кончится вода. Да. Я думаю, нам не нужно штурмовать крепость. Через несколько дней окружение, она падет сама. Слушайте, окружим крепость так плотно, чтобы не просочилась ни одна капля. Каспийское море, остров Абускун. В июне 1220 года султан Мухаммед встретился с монголами и был повержен. Он с трудом бежал к Каспийскому морю и укрылся на острове Абускун, который сейчас уже ушел под воду. Аллах, защити меня, не оставляй меня. Спустя полмесяца в крепости Хулун кончилась вода. Воды. 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 Скорее отправьте кого-нибудь найти для меня воды. Убивайте всех, кто осмеливается скрывать от меня воду. Вдовствующая императрица, мы не можем найти ни капли воды. Мне не важно сколько, только поскорее принесите мне воду, скорее! Хорошо. Эй, принесите воды. Позовите их выйти из крепости и попить воды. Эй, идите скорее попить воды. Вдовствующая императрица. Мы сдаемся. Сдаемся. Если не сдадимся, мы умрем от жажды. Откройте крепость. Сдавайтесь. Вдовствующая императрица приказала открыть город и сдаться. Пить. Пить. Это мое. Мое. Пить. Воды. Вода. Это мое. Мое. Это мое. Моя вода. Императрица, вода. Вода, императрица. Вода. Дай мне немного попить, дай мне немного. Дай мне. Проваливайте! Или вы хотите поднять мятеж? Отойдите! Дайте сначала попить королевским наложницам и принцам. Ты вдовствующая императрица Таркен? Да. Но кто позволил тебе произносить мое имя? Скажи,
Все эти женщины и дети являются наложницами и принцами Его Величества Султана? Еще есть принцессы. Понятно. Дайте волю напиться наложницам и принцессам, но не давайте пить принцам. Почему? Почему принцам нельзя пить? Мертвецы не знают жажды. Уведите их и обезглавьте. Аллах. Аллах. Ты видишь, почему ты не разрубишь своей саблей, подобно молнии этих убийц? Мой бестолковый сын, султан Мухаммед, почему ты не идешь защитить своих сыновей? Где ты скрываешься? О, Аллах! О, Аллах! Лучше ли султану? Возможно, у него плеврит. Воды в брюшной полости все больше, лихорадка не проходит, к тому же нет никаких лекарств. Боюсь, что не нужно ему это говорить. Пусть он спокойно уйдет в сады рая. Какие еще плохие новости? Чингисхан отправил 3 своих сыновей с войсками в нашу старую столицу Ургенч. Это не является неожиданным событием. Еще пала крепость Хулун. Что? А что с императрицей, женами султана, принцессами и принцами? Императрица, жены султана и принцессы в плену у Джебе. Все маленькие принцы убиты. О, Аллах. Отец! 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 Он, должно быть, услышал печальные, горькие новости. Я умираю. Отец, не печалься. Мои умершие родные уже ждут меня в райских садах. Тех, кто умрет потом, я буду ждать в садах рая. Наша семья скоро воссоединится. Я покорил и правил такой огромной территорией, но, к несчастью, сейчас не осталось и дюйма земли, чтобы кинуть в мою могилу. Мне остается быть похороненным на этом крошечном заброшенном островке. Что ж, каждый день морские волны будут играть мне похоронные марши. Каждый день будут буревестники. Отец! Джалал-ад-Дин, я скажу тебе, это был приказ императрицы сделать Осыл-ы-Хая наследным принцем. Я приложу все силы, чтобы помочь своему младшему брату. Осыл-ы-Хей, это не потому, что отец не любит тебя, а потому, что кроме Джалал-ад-Дина больше некому спасти Хорезм. Поэтому я назначаю султаном Джалал-ад-Дина. Успокойся. У меня нет ни капли ненависти к тебе или к моему старшему брату. Хорошо. Теперь у вас новый султан. В декабре 1220 года султан Мухаммед умер. Он познал славу и унижение. Не было почестей для султана, не было похоронной музыки, не было плача, так как они боялись, что потревожат преследовавших их монголов. Самое трагичное в том, что даже султан Мухаммед не предполагал, что и гроба у него тоже не будет. Будет лишь желтый песок на лице. Однако он, наконец, был избавлен от страха преследования монгольскими конями. Он тихо покоился на этом крошечном островке, который впоследствии поглотила морская вода. Прославляли или проклинали его потомки, никто из них не смог найти место, где он был похоронен. Идем. Мы должны добраться до Ургенча, до того, как туда прибудут 3 сына Чингисхана. 100-тысячная армия Ургенча и 1 миллион его жителей – это наша единственная надежда разбить монголов и спасти Хорезм.
Да здравствует Джалаладдин! Да здравствует Джалаладдин! Я подвел вас. Позволил жить в страхе. Потеряно более половины территории государства Хорезм. Погибли миллионы людей. Сейчас правоверные страдают. Я виноват перед вами. Я виноват и перед Аллахом. Прости меня, Аллах. Его высочество принца здесь. Дядя, я больше не принц. Не нужно этого. Мой хороший племянник, скажи дяде, что Джалаладдин заставил тебя передать ему звание кронпринца. Нет, это предсмертная воля султана. Составленная Джалаладдином? Я слышал это своими ушами. Так не может быть, дитя. Даже если это последняя воля султана, ты наследный принц, назначенный самой вдовствующей императрицей. Это незаконно, что султан самовольно поменял наследного принца. Незаконно. Сын, подготовься принять трон здесь. Послушайте, немедленно соберите по 1000 солдат, тайно окружите дворец и охрану Джалаладдина. Убейте принца Джалаладдина, генерала Тимур-Мелика и их охрану. Не оставляйте живым никого. Да. Старший брат. Старший брат, что случилось? Султан Джалаладдин. Принц Васалахей говорит, что его дядя и хан Цинша собирают войска, чтобы убить тебя. Брат, правда ли это? Они говорят, отец незаконно назначил тебя султаном, поэтому хотят убить тебя. Однако отец говорил, что кроме тебя никто не сможет спасти страну. Хорошо, брат. Мой добрый брат. Султан, войска в городе — это все люди дяди. Они хотят выступить в час петуха. Нам только остается скорее покинуть Ургенч. Идем. История не терпит предположений. Если бы реакционные ханы Цинша не развязали внутренний конфликт и не прогнали султана Джалаладдина, который был умнее и смелее своего отца, возможно, результат сражения возле самого большого города Хорезма был бы иным. Осада древней столицы Хорезма Ургенча, 100-тысячная монгольская армия под командованием Джочи. Город Бухара. Жители Бухары, я султан Джалаладдин. Я хочу рассказать вам одну историю. Жители одного города, такого же богатого, как Бухара, пребывали в иллюзии, что враги могут быть милосердными. В ситуации, когда они больше не могли сопротивляться нашествию монголов, они отправили послов выпросить у врага обещание помилования. Открыли ворота и сдались. Однако монголы, войдя в город, вывели всех жителей, бедных и богатых, за городские стены. Затем отделили женщин от мужчин, отобрали 400 ремесленников и часть детей, а всех остальных убили до единого. Хотите ли вы узнать, где произошла эта страшная история? Хотите ли вы избежать этой трагической участи? Берите оружие и следуйте за мной. Только так мы сможем победить. Да здравствует Джалаладдин! Скольких жен они похитили у мужей? Скольких сестер и братьев разъединили? Берите оружие и убейте их, чтобы защитить нашу веру. Да здравствует Джалаладдин! Если вы опустите боевое оружие, это не сделает дьяволов ангелами. Мы сложим свои головы и прольем кровь, но не отдадим неверным весь Хорезм без боя. Да здравствует Джалаладдин!
Дворец Самарканда. Хан, хорошие новости. Монах Чанчунь уже отправился из Яньцзиня в Самарканд. Да? Хорошо. Сегодня много хороших новостей. Мы это отпразднуем. Это пленные, отправленные Джебей Субутаем из Нишабура. Те, что моложе наложницы и дочери султана Мухаммеда. А старуха с кошкой — его мать, тетка Хайрхана, вдовствующая императрица Теркен. Садитесь все. Длинная борода, садись рядом со мной. Хан, Теркен императрица, и хотя она пленная, она все равно должна сесть. Так принято? Да. С давних времен традиционно принято передавать звание королей правителям покоренных стран. Хорошо. Дайте место императрице Теркен. Прошу садиться, императрица Теркен. Хан, видел ли ты кошку на коленях императрицы Теркен? Кошку? А это для чего? Она не может давать шерсть, ее нельзя доить. Ты посмотри, у нее разные глаза. В чем разница? Они разного цвета. Точно. Странно. Она мне нравится. Могу я попросить ее дать мне на несколько дней свою кошку поиграть? Это можно. Императрица Теркен, моей наложнице Хулан понравилась твоя кошка. Можешь ли ты дать кошку Хулан? Нет. Это моя кошка. Ты императрица покоренной страны и так грубишь мне? Охрана, здесь. Бросьте кошку и убейте ее. Не нужно, хан. Не трогай кошку. Какого она пола, мужского или женского? Ты разве не видишь, что она беременна, идиотка? Тогда подожди, когда она родит котят. Сможешь ли ты дать одного? Смотря в каком настроении я буду. Почему сегодня на пиршестве по случаю победы нет ни песен, ни танцев?
Я слышал, что жители Хорезма хорошо поют и танцуют. Наложницы и принцессы, развлеките моих генералов, заслуживших высокие награды и почести. В чем дело? Ну что? Почему же никто из наложниц и принцесс не желает порадовать нас? Подождите. Как они могут танцевать, если им никто не будет петь? Ная, отойдите. Отойдите! На земле есть прекрасное место, Хорезм. Его великий султан, завоеватель мира. Правоверные 5 раз в день молятся Аллаху и ведут прекрасную жизнь. Правоверные 5 раз в день молятся Аллаху и ведут прекрасную жизнь. Но с восточной стороны налетел огонь и выжег множество полей и городов. Люди в тщетной надежде поливали слезами огонь, но они ошибались. Только мечом ненависти можно погасить огненного дьявола. Хватит петь! Ты ищешь смерти? Не кричи на старых людей, ты и сам когда-нибудь состаришься. Я убью тебя! Мой внук Джалаладдин, с которым я плохо обошлась, убьет тебя. Талуй! Не нужно грубить императрице. Хорошо, отец. Императрица, мне очень понравилась твоя песня, а также понравились их танцы. Ная, здесь. Позаботься как следует о том, чтобы они хорошо жили, не пренебрегая этим. Хорошо. Императрица, я хочу сообщить тебе хорошую новость. Ваш царствующий дядюшка отразил нападение 3 моих сыновей. Ваш новый султан Джалаладдин уже собрал 80-тысячную армию, чтобы отвоевать южные территории, захваченные моими генералами Джебе и Субутаем. Спасибо, что поделился со мной этой вселяющей радость новостью. Однако я не могу не сообщить тебе и плохую новость. Я приказал 3 своим сыновьям безжалостно атаковать город Ургенч, который осмелился сопротивляться. Кроме того, я собираюсь лично преследовать Джалаладдина. Аллах не допустит твоей победы. У меня нет выбора. Ваше Величество, хан! Встаньте! Я даю тебе задание остаться и позаботиться об армии. Гуабаюй отвечает за связь. Как только приедет даосский монах, немедленно известите меня об этом. Джебе и Субутай отправили гонца доложить, что по дороге они хотят наказать племя Цинша, что к северу от Каспийского моря, которое когда-то укрыло твоего злейшего врага, правителя меркитов. Пусть гонец передаст мой приказ. После того, как они проучат их, пусть возвращаются через степи Цинша северной дорогой прямо в монгольские степи. Двадцать 29-я серия. Алтайские горы.
Десятитысячник великого монгольского государства Елюй-Бухуа приветствует даосского монаха Чанчуня. Не ты ли генерал Елюй-Бухуа, расположившийся с войсками у Алтайских гор, брат бесчестного обманщика Елюй-Ахая? Да, я действительно Елюй-Бухуа. Генерал Елюй-Бухуа совершил дело безграничного милосердия. По этой причине я задержусь здесь на несколько дней дольше. Каков урожай в этом году? Не спрашивай об урожае, спроси о возделывании земли. Генерал Елюй-Бухуа, в твоих словах сквозит даосский дух. Прошу вас, я уже приготовил виноград, изюм и виноградное вино. Почему все из винограда? Завтра будет дыня, арбузы, дыни-хами, байлань. Прошу, прошу. Проходите. Город Терми. Монгольская армия получила отпор при штурме города. В то время как нападение Чингисхана было отбито под Терми, султан Джалаладдин, уже собравший армию более чем в 100 тысяч, наконец поднял меч войны для отмщения. Его соперником была армия в 30 тысяч воинов под предводительством Шиги Хутуху. Это была битва при Перване, которой гордился народ Хорезма. Ого, как у них много народу! Как бы много людей у них ни было, у нас тоже немало. Сражаемся. Боюсь, даже если бы было бы меньше, нам все равно нужно было бы сражаться, чтобы отомстить за погибших. Смотри, они уже вошли в котловину. Они совершенно не умеют распределять войска. Мы воспользуемся этим. Генералы Хорезма, я сейчас поведу вас смыть позор, который мы терпели с начала войны, и вернуть монголам кровавый долг. Город Нишабур сейчас в черном дыму и языках пламени. В нашем городе Термы восточные неверные убили всех, спалили город дотла, потому что встретили там яростное сопротивление. Они даже распороли живот старой женщины, чтобы забрать ее драгоценности. Воины Хорезма, пусть решимость встретить смерть управляет войсками. Мы зайдем с тыла и окружим врага. Рубите им головы, не оставляя пленных. Это решающая битва. Сегодня решится все. Султан Джалаладдин! Давай испробуем военный метод хана. Схватить сердце. Захватим Джалаладдина, и Хорезм будет уничтожен. Захватим Джалаладдина живым. Вперед! Держать строй, держать строй! Готовьтесь убивать монголов! Держать строй! Лучники, остановите монголов! Атакуйте монгольские фланги! Не оставляйте ни одного живого монгола! Бейте!
Перван, армия Джалаладдина, численностью намного превосходившая монголов, встретилась с ними в решающей битве. 30 тысяч монголов были полностью истреблены. Шиги Хутуху вырвался из окружения, ведя лишь 100 с небольшим человек. Боевой дух Хорезма поднялся. «30 тысяч воинов, которых я дал тебе, погибли? Великий хан, убей меня! Мое неумелое командование позволило Джалаладдину разбить нас. Я предал позору имя матери Ойлун. Убей меня!» «Нет, Шиги Хутуху, ты приемный сын моей матери. Без слова матери я не могу убить тебя». «Мать!» Да, мать ушла на небо. Тогда отправь меня сопровождать ее. Борте и Хичевэнь уже ждут там. То, что я могу сделать, это привести назад целыми и невредимыми всех любимых ею. Хан. Хорошо. Отведите меня в Перван. Я хочу похоронить те 30 тысяч призраков. Шиги Хутуху, ты знаешь, почему ты потерпел поражение? Посмотри на поле Перван. Твое поражение вызвано неправильным выбором поля. А что с полем? Пехотные войска во время сражения должны быть собраны вместе, образуя квадрат, а конница разбита на мелкие группы, чтобы удобно было передвигаться. Когда я сражался, 100 всадников могли окружить 10 тысяч солдат. 1000 всадников могли заполнить 100 ли. Ты разместил 30 тысяч воинов в такой котловине. Разве трудно было окружить и уничтожить тебя? Похоже, мне не владеть мастерством хана, даже если я буду учиться всю жизнь. Тогда ты станешь судебным чиновником. Ты больше не будешь вести войска в наступление. Братья, с которыми я пас скот. Братья, с которыми воевал против меркитов, татар, джадаланов, кераитов и найманов. Братья, с которыми я прошел путь на запад в 1000 ли. Вы пали под Перваном, унося боевые заслуги прошлых лет и честь монгольского воина. Славные монгольские сыны полегли на поле битвы, погибли на чужой земле, похоронены в чужой земле. Да упокоятся с миром ваши души. За стенами Ургенча. Угадай, куда вы тащите эти трупы? Впереди есть песчаные дюны, готовимся похоронить их там. Зачем хоронить их в такой спешке? Почему не вырыть яму? В эти дни погибших в боях было слишком много. Если мы будем копать ямы для захоронений, трупы станут разлагаться. Дядя Чилаун, поезжай в город Алихан и сообщи моему отцу о том, что здесь случилось. Хорошо. Три моих сына весьма способны. Уже 7 месяцев они не могут взять брошенный город. Они пьют недостаточно кумыса или едят недостаточно баранины.
Фактически, мы уже дважды входили в город и даже захватывали мост через реку Амударья. Однако воины и жители Ургенча сплоченно сопротивляются, совершенно не боясь смерти. Люди Ургенча сплоченно сопротивляются. А почему мы не можем сплотиться и проявить волю к победе? Хан, кажется, у генерала Челауна есть неприятные сообщения. Челаун, ты, твой отец и Хедаан были моими спасителями. Говори, что же там все-таки случилось? Хан, братья Джочи и Чагатай в ссоре. Каждый придерживается своего мнения и делает, что считает нужным. Они мешают друг другу, и их подчиненные не знают, за кем идти. Это касается наследования ханского трона? Я не знаю. Хан, я что-то слышал об этом. Хан уже сделал Ургенч каганатом Джочи, поэтому он выступает за милосердие и справедливость в надежде, что враг сдастся и оставит ему нетронутый город. А каганат Чагатая в Самарканде, поэтому его цель — разграбить город. Ему все равно, разрушить его или сохранить. Поэтому и происходит разногласие. Сдастся, примет, не сдастся, уничтожить. О чем здесь можно спорить? Шиги Худуху, следуй за Челауном в Ургенч и объяви мой приказ о снятии Джочи с должности главнокомандующего. Его заменит Угэдэй. В течение 1 месяца он должен взять Ургенч. Да. Отец! 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 Мутуген умер в Фанянбао. Кто? Кто ты говоришь? Сын и преемник Чагатая Мутуген. Он? Где он? Его труп уже принесли. Отнесите его ко мне. Не позволяйте ветрам дуть на него, не позволяйте солнцу светить на него. Все идите. Идите. Я хочу немного побыть наедине со своим внуком Мутугеном. Не говорите его отцу Чагатаю. Мутуген, мой внук. Дедушка все еще хорошо живет. Как могла твоя жизнь, лишь начавшись, покинуть тебя? Потому что ты скучал по своей прабабушке. Но почему же ты покинул меня, старика?
Хан, ты должен поберечь здоровье. Передай мой приказ. На рассвете мы выступаем. Ты опять хочешь идти в бой? Я должен превратить крепость Фанянбао, лишивший жизни моего любимого внука, в его могилу. Я должен захватить живым Джалаладдина и принести его в жертву моему любимому внуку. Фанянбао. Объявите мой приказ. Даже если Фанянбао огромный океан, я все равно должен сравнять его с землей. Я хочу превратить это место в пустыню, чтобы больше здесь не росло ничего живого. Да. Сжигайте монголов! Сжигайте до смерти! Яд вытравливают ядом. Заряжайте горящие стрелы, цельтесь в бочки с маслом. Огонь! Поджигайте ворота. Ломайте ворота! Ломайте ворота! Мутуген, дедушка идет отомстить за тебя. За пределами Ургенча. Джочи, я не знаю, в каком году, в каком месяце мы снова встретимся. Отсюда до монгольских степей можно добраться не меньше, чем за год. Мать стала совсем старой. Я не успею отдать ей последний долг. Мы скоро соединимся с ханом. Передать ему какие-нибудь слова. Что я могу сказать? Я так разочаровал его. Я непутевый сын.
Так будет лучше. Я буду подальше от него, чтобы избавить его, старика, от лишних беспокойств. Уходите. Монгольская армия, атаковавшая Ургенч, покинула город, чтобы объединиться с Чингисханом. По приказу Чингисхана его старший сын остался здесь. Навсегда остался здесь, вдали от родной земли. Продвигающаяся на запад армия под предводительством Джебей Субутая по приказу Чингисхана, преследовавшая султана Мухаммеда, по дороге завоевала Ирак, Азербайджан и Грузию, демонстрируя свои блестящие способности. Отец! Отец! Джалаладдин бежал из города Газни к реке Шень и собирается скрыться в Индии. Ты немедленно возглавишь армию в авангарде и со всей скоростью отправишься за ним в погоню, вцепясь в Джалаладдина. Есть! В чем дело? Почему ты до сих пор здесь? Два старших брата с войсками уже вернулись из Ургенча и ждут снаружи. Позови их скорее. Что ты ему скажешь о Мутугене? Ты не можешь все время скрывать от него правду о смерти Мутугена. Расскажи обо всем Чагатаю. Позови их. Да. Отец, твои сыновья вернулись с триумфом. Что? Вернулись с триумфом? Вы, братья, бодались друг с другом, как бычки, и не могли взять Ургенч за 7 месяцев. Сколько погибло монгольских воинов? Как я посмотрю в лицо их родным, когда вернусь? Я виноват. Согласно закону Джаса, после завоевания города все захваченное и конфискованное у людей должно поровну распределяться между генералами, принимавшими и не принимавшими участие в сражении. Вы же распределяли города и людей между собой, ничего не давая другим генералам, а также не отдавая мне мою долю. Неужели вы забыли уроки Алтана и Хучара? Я виноват. Угадай, как я могу безбоязненно доверить тебе управление Каганатом, если ты так поступаешь? Чагатай, ты скоро покинешь Сяньхуань и станешь правителем Самарканда. Достоин ли ты этого? Отец, вы видите, что я старею. У самих крылья окрепли, значит, теперь можно не слушать моих слов. Особенно Чагатай. Ты как необъезженная дикая лошадь не слушаешь указаний. Я не посмею. Даже когда мне будет 80 лет, я не посмею не последовать указаниям отца. Правда? Правда. Хорошо. А теперь я скажу тебе печальную новость. И не смей плакать. Да. Не заплачу. Выбери среди своих сыновей наследника ханского трона. Твой старший сын Мутуген умер. Мой сын?
Ты обещал мне помочь присмотреть за ним. Ты обещал. Я сказал, тебе нельзя плакать. А теперь приготовься выступить со мной в поход на уничтожение Джалаладдина. Иди. Хорошо, отец. Брат! 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 Мотуген! Мотуген! Воздух наполнен мелким дождем и туманом. Обернись, встань на цыпочки и посмотри. Родина все дальше и дальше. Высокие военные крепости застилают все фиолетовой дымкой. Обернись, встань на цыпочки и посмотри. Родной край все дальше и дальше. Крик диких гусей пролетает над военным лагерем. Мое ухо слышит крики птиц. Это мои родные скучают по мне. Расчешу волосы, надену на голову шлем. Я сижу на великой дороге и открываю прохожим новости из дома. Иди, скажи мне петь эту песню, она переворачивает воинские сердца. Воины находятся вдали от родных мест уже более 3 лет. Ничего удивительного в том, что они тоскуют по дому. Если они скучают, пусть танцуют и борются. Иди скорее. Кто это? Я гонец принца Талуя с важной военной информацией. Следуй за мной. Кто это? Гонец, посланный принцем Талуем, хочет видеть хана. Иди. Хан, принц Талуй узнал, что султан Джалаладдин уже погрузил все свое добро на корабль и готов завтра с армией отправиться в Индию. Передайте мой приказ. Зажечь факелы. Выступаем ночью. Мы должны догнать Джалаладдина, даже если мы загоним до смерти своих лошадей.
Срочно отступаем в Газни! Отступаем! Ваше Величество, смотрите! Взять Джалаладдина живым! Ваше Величество, ринемся в смертный бой! Дети Хорезма, дайте им почувствовать вкус изящных манер завоевателя мира! Вперед! Приказ отца не стрелять! Взять Джалаладдина живым! Вперед! Вперед! Бейте их! Если у вас родятся сыновья, они должны быть такими же героями, как Джалаладдин. И если сегодня ему удастся вырваться из лап смерти, он наверняка еще осуществит множество славных дел и доставит много неприятностей. Ваше Величество, скорее уходим! За ними! Не стоит убивать героя, получившего тяжелые раны. Тот, кто сможет схватить его на поле битвы, тот настоящий мужчина. Господин, от какой болезни умерли эти люди? Чагатай, хочу переговорить с тобой на эту тему наедине. Эта болезнь называется тиф. Больные страдают от лихорадки, головной боли, все тело слабеет, глаза наливаются кровью, на теле может появляться сыпь. Это чума, которой заражаются от вшей на теле человека. Это опасно? Если дать ей распространиться, она уничтожит целую армию. Так опасно? Уничтожив вшей на теле человека, можно избавиться от переносчика заболевания. Однако главный закон монголов Джаса запрещает стирать и сушить одежду на солнце. Поэтому это трудно будет осуществить. Господин должен придумать способ. Я припас немного лекарств в Самарканде. Попроси брата поскорее привезти их согласно написанному мной рецепту. И тогда можно будет подавить в зародыши эту болезнь. Хорошо. Тогда прошу тебя поскорее написать этот рецепт. Я немедленно отправлю человека за лекарством. Идем. Он до сих пор хочет продолжать поход на запад. Я очень боюсь, что его здоровье не выдержит такой активной деятельности. Что же нам делать? Монах Чанчунь, о котором он думает день и ночь, уже прибыл в Самарканд. Но он все еще не соглашается увести войска. Мы должны придумать способ. Наложница Хулан и два господина. Откуда ты пришел, Дуадай? Я вернулся из Индии, чтобы передать хану военную информацию. У меня есть идея. Дуадай, подойди. Мы не нашли его, хан.
В этом месте так жарко, словно в печи из разогретого навоза. Более 10 солдат умерли от жары, поэтому Дубу Хэйшен отправил меня назад за указаниями хана. Есть странное дело, не знаю, должен ли я говорить о нем. Что за дело? Когда по дороге сюда я проходил через Тиминьгуань, я услышал рев. Я поднял голову и увидел странного зверя на горе. Какого вида? Голова оленя, хвост лошади, на теле рыбья чешуя, само разноцветное, а на голове растет рог. В жизни не видел ничего страшнее. Я позвал людей, чтобы поймать его и привести хану. Поймали или нет? Нет, только я выхватил нож отрубить ему заднюю ногу, как этот странный зверь поднялся на задние ноги, встал будто человек, и как человек произнес одну фразу. Что он сказал? Ты, правитель, должен скоро возвращаться. Ты это придумал. Странно. Очень странно. Как могло произойти такое совпадение? Что ты говоришь? Вчера я видела точно такой же сон, про который говорил Дуадай. Длинная борода. Ты мастер предсказаний. Что это за монстр? Я когда-то слышал от моего старого учителя Ваньсуна, что этот зверь зовется Лудуань. За один день он может пройти 18 тысяч ли, может говорить на языках всех государств. Это символ смерти. Почему он здесь появился? Смысл очевиден, он предупреждает тебя. Императоры — любимые сыны неба. Чтобы они жили долго, Тенгри, как говорят монголы, часто посылает им странные знаки, особенно хану, родившемуся со сгустком крови в руке. Это естественное общение с небом. Зверь появился, потому что небо послало его предупредить хана. Что значит произнесенные им слова? Заставить хана поскорее отправить войска домой. За последнее время многие воины заразились тифом. Может, это тоже предупреждение Тенгри? Вполне возможно. Так что же ты тогда предлагаешь? Ваше Величество должно немедленно отправить кого-нибудь с жертвоприношением этому зверю, а также издать указ о возвращении войска, чтобы выполнить волю неба и защитить людей. И тогда Ваше Величество будет наслаждаться долгой и счастливой жизнью. Чем ты это докажешь? Брат, не верь ему. Джалал-ад-Дин еще не пойман. Если мы развернем войска, он сможет собрать силы. Отец, мой старший сын Мутуген не мог умереть напрасно. Дай мне войска. Позволь мне пересечь Индию в погоне за Джалал-ад-Дином. Что ты понимаешь? В прошлом году в Самарканде Длинная Борода сказал, что 15 октября будет лунное затмение. Было оно или нет? В позапрошлом году в горах Тяньшаня в июне пошел снег. Длинная Борода сказал, это знак, что мы разобьем врага. Разбили или нет? Великий хан, мой младший брат Субутай и Джибе ушли в поход покорять племя Тяньша. Боюсь, не скоро вернутся. Позволь мне остаться здесь, чтобы я мог продолжать подавлять восстание и поджидать их возвращения. Нет, Джибе и Субутай ушли в поход за 10 тысяч ли. Даже не знаю, что они делают, когда вернутся и откуда. Разве ты сможешь их дождаться? Хватит пререкаться, господин Елю Чуцай. Прошу тебя сходить в Тиминьгуань и принести от меня жертвоприношение зверя. По возвращению немедленно приходи ко мне. Да. Вы все уходите. Да. Господин Елю Чуцай, как хорошо, что вы есть. Я только сделал первый шаг на шахматной доске. Остальное зависит от монаха Чанчуня. Прошу. Прошу. 30-я серия. Самарканд. Ивовые сережки закрыли небо, лепестки груш усыпали землю. Самарканд — прекрасное место, где листья не опадают. Земля собирает запахи, ласточки несут в клювах глину для гнезд, поют птицы, и цветы источают аромат. Даже не подозревая, что на западе есть такая сказочная земля. Но перейди реку Амударья и отправься на юг, ты увидишь земли в упадке. Там царит голод, мертвых не хоронят, раненых не врачуют. Невыносимо видеть эти бедствия. Господин Гаобаюй только что вернулся с индийской границы и все видел своими глазами. Как говорится в поэме Чуцая, в одиноком округе Хэчжун несчастья сыпались на людей одно за другим. Полгорода было покрыто могилами. Города, подобные Фаньбао, еще хуже. Они превратились в одну большую могилу.
даосский монах. Армия Чингисхана должна была обрушиться на преступников и защитить народ. Однако, когда война началась, ненависть усилилась. Конница разрушила и плохое, и хорошее. Теперь страдают только воины, покинувшие родную землю и ушедшие в поход на запад. Вот причина, по которой Елюй Чуцай всеми силами уговаривал монаха совершить поход на запад. Господин Ахай, успокойтесь. По дороге монах часто говорил, что хочет, чтобы даосская мораль распространилась на 1000 ли. Долгий и трудный путь не испугает меня. Я хочу прекратить войны и принести мир. Уничтожить войну в зародыше и превратить оружие в нефрит и шелк. Вот еще одна цель, из-за которой монах не побоялся пройти этот долгий и тяжелый путь, чтобы встретиться с Чингисханом. Я побеспокою господина Ахая просьбой доставить меня на линию фронта, чтобы найти возможность уговорить хана вернуть войска. Ахай надеется на это. 22 августа 1222 года. Чингисхану 60 лет. Генерал Елюй Буха! Ная, сообщите хану, что монах Чанчунь прибыл встретиться с ханом. Остановитесь! Остановитесь! Ты тот самый старый бессмертный человек? Не стоит. Горный отшельник из Циучуци пришел с поклоном к Чингисхану. Прошу, бессмертный монах. Манеры этого даосского монаха впечатляют. Я бы хотел прожить так же долго, как он, и чтобы мое здоровье было таким же крепким. Зачем? По крайней мере, я мог бы иметь 30 жен, как Харчи. Выпьем. Привык ли бессмертный монах к монгольскому чаю с молоком и кумысу? Я горный отшельник, употребляю простую пищу. У меня нет потребности в яркой одежде и вкусной еде. Я слышал, что бессмертному монаху уже 300 лет. Это пустые сплетни. Мне 73 года. Как человек может прожить 300 лет? Разве не существует эликсира долгой жизни? Даосизм делится на несколько направлений. Алхимики одного направления говорят, что можно достичь долголетия, употребляя в пищу киноварь. Но все это обман, не более. Император династии Цинь и император династии У, хан, верили этим порочным взглядам, но лишь утомили народ и опустошили казну. Вредили людям и вредили себе. Во времена династии Тан были правители и сановники, которые умерли, пытаясь достичь долголетия. Хотели жить долго, а умерли молодыми. Бедный даос никогда не верил в эти способы. В этом мире есть способы сохранить здоровье, но нет эликсира бессмертия. Люди не хотят оставлять богатство этого мира, надеются жить вечно. Это понятно. Однако с древних времен не было ни одного человека, который бы жил вечно, не старясь. Хорошо, бессмертный монах говорит честно. Твоя нравственность действительно благородна. Я не надеюсь на бессмертность, я только чувствую, что еще много надо сделать. Однако душа стремится, но сил недостаточно. Я помню то, что было давно, но не помню того, что было недавно. Вижу далеко, но не вижу близко. Если ты сможешь передать мне способ сохранить здоровье, это уже будет хорошо. Мне он очень нужен. Это можно. Старый монах прошел долгий путь. Как он может утаивать что-либо? Сохранять здоровье и управлять людьми – это большой путь в жизни. Научи меня своим блестящим мыслям, я хочу претворять их в жизнь.
Еда – первая необходимость для человека. Зерно, овощи, рыба и мясо, сыр – все это средства сохранить здоровье. 8 правил буддизма запрещают есть мясо. В старые времена говорили, что люди, которые едят мясо, низменны, а тот, кто ест овощи, умен и может дожить до 100 лет. Господин Чуцай, не обижайтесь. На самом деле это не так. Даосы считают, что рыба и рис в областях к югу от нижнего течения Янцзы, 5 видов зерна с центральных равнин, мясо и молоко из степи – все это может поддерживать жизнь человека. Однако богатые одежда и пища, обильное питание 3 раза в день без какой-либо работы не приносят пользы. Не слишком пристрастное отношение к еде и простая жизнь полезны для человека. Поэтому следует сдерживать плотские желания для того, чтобы быть здоровым. Куда бы ты ни пришел, нужно чувствовать себя как дома. Вот способ сохранить здоровье. Правильно. Мы 5 братьев с детства испытывали тяготы и лишения. Корни трав, дикие фрукты, рыба и мыши. Мы ели все, что попадало нам в руки. И у нас у всех было крепкое здоровье. А сейчас сыны некоторых генералов едят только то, что вкусно, носят только то, что тепло. Но они так слабы, что не выдержат дуновения ветра. Это показывает, что пища может поддержать человека, а может причинить ему вред. Великий хан хорошо сказал. Хотя оставаться здоровым и управлять людьми – это разные вещи, однако их пути одинаковы. Будешь следовать природе – будешь процветать. Пойдешь против природы – погибнешь. Следуй ее желаниям и будешь жить в мире. Пойдешь против них – начнутся беспорядки. Пути неба любят жизнь и ненавидят убийство. Управлять, не вмешиваясь, лучше всего. Это любимая поговорка Желтого Императора в Ляо Цзи. Монах, я не понял, что ты сказал про управление людьми. Ты говоришь, следуй природе, и это правильно. Я верю небу, но любить жизнь и ненавидеть убийство трудно. Я хочу, чтобы он жил, а другие хотят убить его. Я хочу мира, другие хотят драться. Я думаю, что нужно убивать, чтобы прекратить убийство, сражаться, чтобы предотвратить сражение. Только так можно поставить себя в этом мире. Как может спокойное недеяние достичь мира? Мнение хана не ново. Хань Фэй выступал за сдерживание преступников уголовным законом. Шанян выступал за прекращение войны войной. Государство Цинь вело войну на протяжении сотен лет и не испытывало нужду в генералах и доблестных воинах. Однако, в конце концов, не сумело избежать сокрушительного поражения возле Цзюлу. Почему? Первый император династии Цинь, Цинь Шихуан, управлял страной, прибегая к жестким наказаниям. Философы Джао Гао и Лисы были его первыми советниками, но его династия была вскоре свергнута, поэтому ты не можешь полностью полагаться на жестокие наказания и убийства, правя людьми. Это ценный урок, полученный из истории всех династий Центральной равнины. Некоторые говорят, чем жестче ты наказываешь людей, тем опаснее они становятся. Чем больше твое войско, тем больше у тебя становится врагов. Падение династии Цзинь было вызвано слишком жестоким обращением с людьми и слишком жестокой системой наказания. Я никогда не слышал об этом раньше. Можешь ли ты мне объяснить просто, что я должен делать сейчас? Ваше Величество завоевало мир с помощью убийств, но нельзя править государством, убивая. Правитель должен истреблять зло, используя уголовное законодательство как основное оружие, и распространять добро с помощью образования. Наказание и милость должны использоваться вместе, нужно использовать метод кнута и пряника. Хочешь ли ты сказать, что я злоупотребил наказаниями и кнутом, и недостаточно часто использовал милость и пряники? Длинная борода. Запиши по-монгольски и по-китайски все, что сказал даосский монах. Я должен собрать это воедино и тщательно обдумать. Хорошо, хан. За 10 лет войны ты уничтожил всех своих врагов. Я только надеюсь, хан, что ты уведешь войска и со всеми подчиненными насладишься миром. Да. Я воевал всю свою жизнь, чтобы мои потомки могли насладиться миром и спокойствием. Монах Чанчунь, мы вернемся вместе. В декабре 1222 года Чингисхан вернулся в степь вместе со своей армией. Первый западный поход монгольского государства закончился.
В это время возглавляющие Северную армию Джебе и Субутай, с которыми давно была потеряна связь, входили на территорию, принадлежавшую нынешней России. Чего желает великий хан? Гром зимою — это плохой знак. Я хочу пойти посмотреть, кто это постирал одежду и высушил ее на солнце, вызвав гнев неба. Садись, хан. Громы, молнии, град, землетрясения, затмения подобны тому, как дует ветер, текут реки, цветут и опадают цветы, живет, стареет, заболевает и умирает человек. В этом нет ничего загадочного. Стирка одежды и высушивание ее на солнце не может прогневить небо. Однако так говорит шаман. Люди на центральных равнинах каждый день стирают одежду и сушат ее на солнце. Почему же небо не наказывает их, а только людей, живущих в степи? Если так, то нужно исправить закон Джаса, запрещающий стирать одежду и сушить ее на солнце. Да, нужно исправить. Ургенч. Ваше Величество. Это ты. Ты провел здесь уже полдня. Возвращайся, отдохни. Позволь мне еще побыть одному. Я скучаю по дому. Армия вернулась в степи. Я же остался здесь. Я скучаю по своей матери. Правда, очень скучаю. Ты не знаешь, почему отец меня так не любит? Я помню, когда я и мои братья были еще совсем молоды, отец спросил нас, какие планы у нас на будущее. Мой славный младший брат Чагатай сказал, что он хочет заставить жен и дочерей врагов плакать, а мужчин преклонять головы. Мой третий брат Угадей сказал еще лучше. Он сказал, что хочет продолжить дело отца. Знаешь ли ты, как ответил я? Не знаю. Наверное, очень неудачно. Действительно, очень неудачно. Я сказал, что мне нравится пасти коров и лошадей. Лошадей одного цвета сгонять в одну долину, а лошадей другого цвета в другую. Но сейчас, что еще хуже, я не хочу быть правителем. Я не хочу вести войска в сражение. Я хочу пасти лошадей. Вернуться к моей матери и пасти лошадей. Я тоже скучаю по своей матери. Она осталась в центральной столице. Я и не знаю, жива ли она еще. Мы уходим. В марте 1223 года пути возвращения монаха Чанчуня и Чингисхана на восток разделились. Хан, нам тоже надо идти. Идем, идем.
За прошедшие 10 с лишним лет это был единственный человек, который был мне другом. Такими друзьями становится пастух с чабаном, а он провел со мной только 7 месяцев. Такое редко встретишь. Да, очень редко. Он научил меня методам управления страной, позволил мне увидеть надежду объединения мира. Он также разрушил другую мою надежду на долголетие. Он очень понятно мне объяснил, что у меня осталось совсем мало времени. Да, и еще. В словах монаха «любить жизнь и ненавидеть убийство» есть истина. Во время войны трудно избежать человекоубийства. Однако нужно стараться не убивать или убивать как можно меньше. Нужно завоевывать сердца людей. Летом 1224 года, после 4 лет похода на запад, Чингисхан, наконец, вернулся в степь. Когда мать умерла, рядом с ней была лишь Хедаан, так? Да. Но она умерла без страданий. Ей выпало такое счастье. А где Хедаан? Я хочу знать, каковы были последние минуты жизни моей матери. Хедаан? Где она? В чем дело? Что случилось? 3 месяца назад племя Сися послало людей на север степи, чтобы связаться с нашими людьми. Воспользовавшись тем, что отец уехал в поход на запад, они напали на наш лагерь, убили тетю Хедаан. Передай мой приказ призвать Джочи и Чагатая в степь. Я соберу Курултай, чтобы обсудить уничтожение Сися. Ургенч. Бадо, великий хан приказал мне проехать 10 тысяч ли, чтобы узнать, почему твой отец Джочи, несмотря на то, что его 3 раза звали вернуться в степь и принять участие в Курултай, обсудить нападение на Сися, так и не приехал. Однако охрана твоего отца не пустила меня к нему. Неужели брата Джочи, ставшего правителем страны, теперь сложнее увидеть, чем дядю Чингисхана? Дядя Тоху, не сердись. Мой отец болен уже больше года. Последние дни он чувствует себя совсем плохо. Прости меня.
Пожалуйста, отдохни несколько дней. Подождем, пока отец почувствует себя лучше, и он обязательно встретится с тобой. Я еще не заслужил этой чести. Отец беспокоится о том, что происходит в степи, даже когда бредит. Вы приехали, и он будет расспрашивать вас. Не обязательно. Идем. Баду. Отец. Кажется, кто-то приехал. Это третий сын дедушки Хасара Тоуху. Твой дедушка беспокоится, поэтому прислал его присмотреть за тобой. Как это возможно? Ты не сделал ничего плохого. До того, как я родился, твою бабушку похитили меркиты. В этом моя вина. Еще у меня есть младший брат Чагатай. Это моя вина, даже если я и не виноват. Отец, ты слишком чувствителен. Мое сердце умерло. К счастью, я тоже скоро умру. Уже скоро. Отец. Линь Муджун возглавил 5000-ю армию и ждет твоих указаний. Я знаю. Хан, доклад Тоуху еще недостаточное доказательство. Мы должны дождаться более очевидных знаков, чтобы осудить Джочи. Пока мы дождаемся явных знаков, Джочи уже отнимет каганат Чагатая и станет новым султаном Хорезма. Хан? Старшие члены семьи и сановники, скорее возвращаемся. В этот раз восстал мой непослушный сын. Я сам поведу войска, чтобы наказать его. Я не осмеливаюсь обременять вас, сражавшихся всю свою жизнь. Мы пришли уговорить тебя отказаться от похода на Джочи. Во имя нашей семьи, которая спрятала тебя в овечьей шерсти и помогла ускользнуть из рук Таргутая, сделай нам милость. По крайней мере, мы просим хана отложить свое решение на 10 дней, потому что время смягчает гнев. Человек в гневе не может принимать разумных суждений. Подождите. Кто надумал вас прийти вместе и просить за Джочи? Не Борта ли? Свекор Дэсячен. Нет, это не она. Она плакала так, что потеряла сознание. Тогда кто? Это я. Хан. Ясуй. Почему? Хан, мое сердце говорит, что ты ошибаешься. В закон Джаса ты добавил пункт, призывающий уважать старших. Я привела всех старших, чтобы помочь тебе исправить твою ошибку. Мою ошибку? Это ты ошибочно используешь меня. Татары и меркиты неразлучны, подобно волкам. Чагатай, не тебе оскорблять мою вторую жену. Ная, я здесь. Запри эту женщину, чтобы ее сплетни не отразились на нашем завтрашнем походе. Есть. Отец! Отец! Отец, Баду пришел сообщить, что мой старший брат умер от болезни. Хан! Хан! Зовите скорее Елю Чуцая. Борте, прости меня. Джочи, мой хороший сын. В его теле течет моя кровь. Он так же храбр и силен, как я. Он обладает искренностью и добротой, которых не хватает мне. Я напрасно обвинял его. Напрасно обвинял тебя. Прошу вас, не надо меня ненавидеть. Конечно нет, хан, конечно нет. Отпустите Ясуй. Это все моя вина.
Хан, дело о наказании Сися отложим на потом? Нет. Они не раз нарушали соглашение, а теперь еще и убили Хедаан. Осень 1225 года. Чингисхан в возрасте 63 лет выступил в поход против Сися. Генерал Ная, Здесь. хан приказывает Центральной армии немедленно разбить лагерь. Хорошо. Остановитесь! Остановиться! Хан! Хан! По ком он носит траур? Хан, это сын Мухали. Мухали умер от болезни. Хан. Вражеское государство еще не повергнуто, а мой генерал уже умер. Небо больше не благословляет меня. Скажи мне, твой отец был в расцвете сил, гораздо младше меня. Как он мог умереть так рано? Хан, несколько лет правитель Мухали и войска ханьцев вели войну на центральных равнинах. Провинции к северу от Хуанхэ все были в наших руках. В начале этого года мы окружили ключевой город династии Цзиньфэнсян. Он уже должен был пасть, но подкрепление от Сися неожиданно отступило, и мы упустили победу, когда она уже была у нас в руках. От возмущения и досады правитель Мухали заболел. Вскоре после этого он умер. Опять Сися срывает соглашение. Это еще не все. Когда Сися увидели, что Мухали умер, а хан с основными силами пошел на запад, они заключили соглашение с династией Цзинь и тайно связывались со степными племенами, чтобы оказать неповиновение великому хану. Правитель Сися, ты будешь наказан. Теперь хан не желает слушать ничьих советов. Пусть едет. Так будет лучше для него. Последние дни он все время мрачен. Длинная борода. Скажи честно, в порядке ли я? Хан обязательно восстановится, если спокойно отдохнет. Опять покой. Опять отдыхать. Хан, нужно ли нам готовиться завтра возвращаться в степь? Нет, Ясуй, не пытайся уговорить меня. Хорошо. Тогда, согласно постановлению хана, завтра должен собраться Курултай. Пусть твои сыновья и генералы примут совместное решение. Хан, отец, брат, все садитесь.
Вчера во время охоты хан был ранен. Ночью лихорадка не спадала. Прошу вас всех вместе обсудить, каковы будут дальнейшие действия армии. Брат, я за то, чтобы увести войска. Люди Сися живут в городах и домах. Они не могут переносить их, как мы перемещаем наши лагеря. Давайте подождем, пока хан восстановит силы, а затем вернемся и накажем их. Я согласен с дядей. Здоровье отца для нас самое главное. Хану уже 63 года. Он перенес много страданий во время походов на запад и должен провести несколько лет спокойной жизни. Хану нет нужды завоевывать такое государство, как Сися. Вернись в степь и залечи свои раны. Используя свое умение управлять лошадьми, мы захватим правителя Сися и пришлем его в монгольскую степь. Хан, все уговаривают тебя вернуться. Нет. С тех пор, как я сражался с меркитами 44 года назад, после больших и малых битв я никогда не возвращался без победы. Когда-то правитель Сися сказал, что у нас мало войск. Если мы на полдороги отзовем войска, они будут смеяться над моей трусостью. Хан, настоящий мужчина, не сражается за малые выгоды. Отец! Хан! Хорошо. Садитесь. Однако, даже если мы отведем войска, моральный дух Сися не поднимется. Я разобью лагерь здесь и отправлю гонцов с предложением сдаться. Правитель Сися отказался сдаться, как рассчитывал Чингисхан. Он отправил послов со словами, что не может вести переговоры с подлыми монголами. В итоге разразилась кровопролитная война, которая продлилась 1,5 года. В августе 1227 года болезнь Чингисхана резко обострилась. В горах Лиупань пошел сильный снегопад. Хан, я видел сон. Мне приснились отец Ясугай, мать Айлун, сестра Тимулун и брат Хечевен. Они встретили меня так тепло. Еще там были Борчу, Мохали, мой брат Мутуген и беззубый слуга Хуай Хайчен. Только Борте, мой сын Джочи и брат Бельгутая Бектер, которого застрелили я и Хасар, были угрюмы. Хедаан стояла так далеко от меня. Я позвал ее, но она меня не услышала. Да, мне уже не ясно, прав ли я был или нет по отношению к врагам, с которыми сражался всю свою жизнь. Что же до моей семьи, я знаю, я в большом долгу перед этими 4. Потом я постепенно им выплачу долг. Хан, правитель Сися сдался. Хан, не вставай. Полежи. Отдохни немного. Отдохни. Нет. Пока силы меня не оставили, я должен сказать всем кое-что. Всем монголам. Ная, здесь. Позови всех. Хорошо.
Я знаю. Тенгри призывает меня к себе. Но есть несколько дел, которые я должен прояснить. Отец, брат, хан. Встаньте. Во-первых, стратегия покорения династии Цзинь. Отборные войска Цзинь расположены в Тунгуане. С юга они защищены горами Лянь, с севера большой рекой. Легко защищать, но сложно захватить. Династии Сунь и Цзинь – старые враги. Мы должны пойти дорогой от государства Сун и должны выйти к Далян с тыла. Тогда защита Тунгуяня рассыплется. Мы сможем захватить реликвии нашего предка хана Амбагая. Во-вторых, стратегия покорения Сися. Отец, Сися уже сдались. Нет. Они только пообещали сдаться. Начиная с завтрашнего дня, мы будем постепенно отходить на север. Если я умру на полпути, не проводите моих похорон. Не давайте знать врагу о моей смерти. Когда в назначенный срок правитель Сися придет сдаваться, не отпускайте его. Убейте все племя, чтобы навсегда избавиться от неприятностей. Хорошо. В-третьих, на трон, который я оставляю, может взойти только один из моих сыновей. Я передаю его Угэдэю. Он ваш хан. Вы должны помогать ему. Хорошо. Угадэй. Отец. Хан? Я передаю вам Елюй Чуцая. Он искусно управляет государством. Слушайся его. Я запомнил. Хорошо. Все хорошо. Хан. Иди с миром. Гунюань 25 августа 1227 года Чингисхан умер у подножия горы Лиупань в провинции Циньшуй в возрасте 66 лет. Его сыновья отвезли его труп в степь. Согласно последней воле Чингисхана, похороны устроены не были. Только круг из стрел был вкопан в землю за 30 ли от места захоронения, которое тщательно охранялось. С тех пор прошло более 700 лет. Историки уже составили научные суждения о заслугах и недостатках тысячи осеней этого великого человека. Эта драма рисует Чингисхана любимым сыном неба, который, как самый обычный человек, имел чувства и желания. В нем сочеталось благородство и подлость, мудрость и ошибки, успех и раскаяние.